суток, друзья, приветствую вас на штурмовом канале, с вами Шторм, неделя медленно подходит к концу, и я так надеюсь, что сегодня мы с вами все-таки сделаем первый шаг уже к финалу данной игры. Сегодня, я так думаю, что мы сейчас пробежим Андерон, нас оттуда выгонят, слетаем после этого на Карибан. И потом, по идее, после новой планеты нас должны вернуть на Андерон, после чего мы его закрываем, и по факту все. Летим на Дантуин, и после этого открываются уже основные миссии к финалу. Так что думаю, что сегодня уже мы к нему приблизимся. Виктория, привет, привет. Кстати, когда выбирал картинки, честно говоря, не собирался как-то выделять какого-то определенного героя либо злодея. Просто вот как-то хотелось, чтобы просто картинки были красивые. Потому что я, конечно, использую эти скриншоты из игры, но это как-то все-таки банально. А когда есть интересная красивая картинка, то чего бы ее не поставить. И, кстати, когда сейчас ее ставил, думал, ну ты точно, наверное, ее оценишь. То тебе она, скорее всего, понравится. Вестник, привет, привет. Да, было время, когда действительно люди рисовали от руки, с помощью компьютера. Это было красиво, и нужны были никакие нейросети. А теперь, как говорится в песне про электроника. Вкалывают роботы, а не человек. Ну, я так и понял, что тебе понравится. Ну и хорошо. Угодил тебе. Так, ну все. Здесь мы, получается, вчера высадились. Надо двигать. It's been a while since you've docked here, eh? I suppose the lockdown has hurt your profits as well. Oh, it must be hard to shuttle people when nobody's allowed to leave. The blockade has been bad for everyone. Your manifest says it's been 2 months since you last came here. It's become much worse since your last trip. Military checkpoints are everywhere. Кандерус. Кстати, когда самый первый раз играл в эту игру, тоже сидел, думал. Он, не он, по голосу не мог понять. Потому что голос похожий он, но как бы не мог никак догнать тогда. Потом уже, конечно, спустя время, когда уже можно было это все вычитать, узнать, все-таки оказалось, что мне не показалось. Все-таки, что это действительно Кандерус. Тогда этого не знал, но по голосу догадался. Хотя не был уверен 100%. Nothing new. Our space forces have been in full readiness ever since the space battle in orbit. Tensions are running high. All Republic vessels must be searched, and the delays are turning pilots grey before their time. And ever since the Republic fired on our space forces, things have been even slower. Bad days. And things are getting worse. I'd get out of the system quickly, if I were you, friend. Well, doesn't look like you have any trade goods, so the inspection's just a formality. Here's your starport visa. Don't lose it. They're priceless right now. If you want to leave the planet, you need a starport visa. They're very hard to get. Many people want to get out of here before things get worse. There's strict food and water rationing, and General Vaclav's troops have been very thorough in finding Republic dissidents. Bombing's very common. Жидая под юбкой королевы. Вот что ты так его взяла и унизила? Он ее советник. Почему под юбкой сразу? По-моему, Ковар его зовут, мастер Ковар, если мне не изменяет память. Кстати, Андерон единственная планета, которую я вообще не помню практически. То есть основной вот сюжет помню, что мы сюда придем, потом нас что-то или начнут преследовать, или выгонят. И мы сюда вернемся, чтобы спасти королеву вместе с этим мастером, потому что этот генерал нападет на дворец. Все, больше не помню ни квестов, ни что здесь будет, вообще ничего не помню. Как-то вот Андерон мне вообще не отложился в памяти. Прячется. Ну тогда он во дворце прячется, почему сразу под юбкой королевы? Certainly. Mind what I said about the starport visa. I know one captain already who can't get back into the starport. Виза космопорта. Вы узнали, что многие люди из ИСИСа застряли на Андероне, так как у них нет космопортовской визы. Вы ни в коем случае не должны потерять вашу личную визу, если хотите иметь возможность улететь с Андерона. И мы отсюда и так убежим. Сомневаюсь, что наша виза будет сильно нужна.
Это ваша виза для прохода в космопорт города Изиса. Если вы ее потеряете, из города вам не выбраться. Начальник порта. In the latest news today, the Onderan Space Force has confirmed that a Republic military craft initiated the space battle over our planet. Sources inside the military say the first shots of the massive battle were fired by the Republic vessel, the Ebon Hawk. The Ebon Hawk is a capital-class vessel and it destroyed 15 Onderan military fighters before being destroyed by Colonel Tobin's forces. Я даже ни одного выстрела не произвел, вы чё? Later today. Whether her support of the Republic will falter due to this attack is unknown. Все новости на сегодня. The Republic state is deadlocked on how to proceed in the wake of the Paragas disaster. Scientific experts indicate that if the fuel problem isn't solved, then the Telosian restoration project is in grave jeopardy. Paragas station requires constant fuel, reported one senior scientist. Over time, its orbit will degrade and it will crash into the atmosphere. Many political careers are tied to the success or failure of the TRP. If it falls, there could be a major shift in power in the Republic Senate. Нашел уже источник топлива для станции, что вы гоните? Ну да, она действительно живая, это факт, но как-то вот не особо почему-то запоминающаяся. That space battle has caused hell with our schedules. Our quotas for shipments are going to be late again. General Vaklu is royalty too. I know a lot of people that wish he was king. General Vaklu was an underground resistance leader during the Mandalorian occupation. He's a real hero. Вообще ничего интересного у него нет. Так, единственное, что помню сейчас, по-моему, эти звери повыпрыгивают из клеток, это я помню. Ясно. Ну-ну. Честно говоря, из всех этих джедаев Совета мне больше Урук бесит. Потому что как-то он все такое же. Уже и Совета нету, уже и Ордена нету, а он все это высокомерный и о себе думающий. Поэтому как-то, не знаю, лично меня он бесит больше всех. Да. Channel, привет. Ничего так свело. Настолько старая любимая игра, что ли? These beasts you see here are for delivery to Telos, but the Republic vessels that transport them have to wait for thorough and needlessly long searches. So the city is stacked with caged beasts waiting for their ships. They've stopped gathering beasts now, but they still fill the city. For Drexel and Ryder, the Ithorians brought wealth and prosperity. Our settlements prospered, but now... I am a beast rider. I have flown great distances gathering the animals you see here. I keep hoping that Ithorians or Telosians get through the Space Force's searches so that we can sell them. Our people have been here for centuries, though we were not always one with the wilds of Onderon. In ancient times, our people were criminals,
prisoners who were cast out of Isis and sentenced to die by the beasts in the wilds. But our ancestors learned how to survive and even tame the mighty beasts. They became our strength and companions. We fought endlessly with Isis for resources and survival. But 2 generations ago, an Isis princess named Gallia and a great beast rider hero, Oron Kira, married. They united our peoples. But now things are unraveling. Even the beasts can smell it in the air. Ну так понятно, слышишь. Во-первых, Мол был мастером фехтования, поэтому, естественно, он победил Квайгона. В этом плане, конечно, Квайгон с ним не мог, как это правильно сказать, состязаться. Вот если бы Квайгон его, как это, не знаю, там... Ну, там просто, сама понимаешь, главное было сделать драматический бой. Если Квайгон бы использовал полностью силы, так думаю, что Мол бы даже не подошел к нему. Но это уже так, лирика. Many beast riders have fallen to the city ways, and some are now no more than common thugs. Queen Talia and her cousin General Vakko argue in open councils. The beasts stir from the changes of the wind and cannot be calmed, and we beast riders find it harder to enter the city each day. No one is to leave the city without the starport visas. It chokes passage in Isis. Telos was attacked by Darth Malak in the Jedi Civil War. The surface was completely destroyed. The Ithorians have been searching for appropriate wildlife to create a new Telos, but their merchants are stalled by the blockade. They have been kept in their cages for a long time, but yet at times I feel as if something else is affecting them, frightening them. Perhaps it is the city itself. Isis has fallen upon dark times, and tensions run high in the streets. What? Run! The bomber is out of control! Ну понятно, бесполезно это его. На него эту силу использовать, это просто так чисто ставить на животных и все. I don't know what to say. I have heard stories, but I assumed that they were fledgling riders. Simply tales that grow in the telling. Not since my first Drexel have I lost control of a beast. I apologize profusely. Here, I give you these credits for the danger I put you in. Спасибо. Да, я просто чайчик допиваю после завтрака. Так что, в принципе, не ем, но все равно спасибо. The beasts grow more agitated by the day. The stories say that the smoldering fires of city politics cast a smoke they can smell and breathe. They revert to their primal instincts, as you've just seen. When they get that way, not even a skilled beast rider can control them. As soon as I leave here, I will talk with my family. There is much to be discussed. Please keep them. It salves the shame my beast's behavior has brought me. Если пару кредитов, 500 кредитов нам выдал. Полученные очки светлой стороны. Так, проход, по-моему, туда, да? Здесь, в общем-то, больше делать нечего. Halt, off-worlder. You'll have to answer some questions before you go into the city. What is your business on Isis? Why not? I can see you have no crates or cargo.
and your ship is obviously not affiliated with the Republic. You're free to go. Don't lose your starport visa, otherwise you won't be leaving for a long while. Кого ты имеешь в виду, погонщика или в смысле солдата, который здесь охраняет? I'm Captain Galisi, Offworlder. If you want to pass here, I'll need to see your starport visa. Я пока никуда не собираюсь, я так просто с тобой поговорить хотел. Let's hurry this up. I want him escorted out of here quickly. This is outrageous. I'm not a spy. I'm a journalist for ISIS-Com. You're a Republic spy, and your propaganda will be silenced. We are taking you back to our barracks for interrogation. But, well, you can't be serious. You accuse me of propaganda? I have proof that Vaklu is withholding information on the so-called Republic. One more word of treason out of you. What are you looking at? This is none of your business. Please, sir, help me. Vaklu's troops won't listen. I'm just a journalist, not a spy. A warrant? General Vaklu passed an edict giving the military broad authority to detain and question anyone suspected of treasonous activity. It was specifically meant for us to pick up spies like this before they could leave ISIS or go underground. У них скорее форма, знаешь, похожа на каких-то этих, я даже не знаю, из Средней Азии, что-то такого плана. Или восточное что-то, уже такого плана. That is classified military information. I don't have time to answer your barbed questions, Off-worlder. Men, let him go. We'll be back with a court order. Then we'll take him to the barracks. And you should watch yourself. You don't want to be known for siding with people like him. I don't know how to thank you. I'm getting out of ISIS now. Eventually they'll come back for me. After that, I have a feeling no one will hear from me again. Thank you. Полученные очки светлой стороны. Да вот нет, у Северной Кореи красивая форма, кстати. У них такая. На советскую похожа. Так что не. У северокорейцев хорошая форма. Please, Captain, help me. My children and I are desperate to get off of Onderon. Do you have an open starport visa? My husband was killed by General Vaklu's troops. Our home was seized, and we were cast out. We have seen many wars on ISIS, and I know war is coming. I want to spare my children from bloodshed. I've told you our story. Please, won't you help us? My husband, he was part of the ISIS Council. He was a strong supporter of the Queen and the Republic. His views weren't always popular. Over time, he became convinced that Vaklu was trying to kill Queen Talia. He tried to kill Vaklu. To protect the Queen. The conspiracy was discovered, and he was shot during the arrest. What he did was wrong, and our life has been so difficult since then. I just want to get off this planet and start a new life. Please, help us. No one else will. По-моему, вообще можно 2 визы приобрести, по-моему, если мне не изменяет память, но я точно не утверждаю, потому что, говорю, я вот квесты вообще не помню на этой планете. Один, по-моему, можно у кого-то, то ли у каких-то этих, мы сейчас бандитов победим или еще типа, отберем их визу, и кто-то нам ее перепрошьет, переделает под имя того, кого мы выберем. И потом еще вроде бы второй вариант, можно у кого-то купить пустую визу, чтобы тоже с определенным, с каким хочешь именем. По-моему, что-то такого. Ну, я, по крайней мере, это все, что мне так по памяти приходит. Вроде бы больше нет. Ну, вот я же говорю, что, по-моему, 2 варианта. То есть у кого-то ее взять и переделать, и у кого-то купить. Что-то вот такого плана. Вроде бы. Сейчас будем смотреть.
Кажется, будем вспоминать вместе. Чашка, привет, привет. Так, виза космопорта. В Изисе много людей, которые хотят получить открытую визу космопорта и покинуть город. Пока дела еще не так плохи. Если вы нашли визу, вам предстоит принять трудное решение, кому ее отдать. Да-да. Это новости. In the Council of Lords today, Lord Dashiell recommended a special commendation for Colonel Tobin due to his brilliant command of our armada in the skies above Onderon. Without him, Lord Dashiell said, the Republic attack would surely have done more damage. Tobin is one of Iziz's greatest heroes and deserves recognition. А еще с этим можно было поговорить. You have the look of someone used to adversity. A cut above the rabble around here. I have a business proposition for you. Everyone around here begs and pleads night and day for open starport visas. Very touching how well they act out their lies. Or truths. It doesn't matter, really. What does matter is credits. Hard currency. I offer you 2,000 credits if you find an open starport visa. You won't find a better deal. Да. Does it matter? Truly matter? No. I have no sad story. I just know people who will pay a great deal for an open starport visa. The credits are your share of my profits. The visas are very rare, but I have a feeling you may come across one. Ask someone who cares about that. Isis has suffered for many years. The strongest of us are accustomed to it now. Так, сейчас, друзья, секундочку. Так, поехали дальше. Чашка, если ты имеешь в виду по поводу моего чата, на Рутубе нет. Модераторов у меня нет. Разве только двое, Виктория, было тех, кому надо помочь с визой? По-моему, их там еще дальше будет больше. Там, по-моему, еще даже будет пилот, по-моему, у которого визы нет или что-то типа такого. В общем, не помню, честно говоря. Welcome to what must be the smelliest place in the universe, Offworlder. How can I assist you? Ithorians have been buying them to help rebuild Telos. I don't know why, but ever since they started, the Beast Riders have been crawling out of the woodworks to sell them animals. But the Republic blockade has meant long delays, and because of that, beast cages are filling up the streets of Isis. That's an air defense tower. The city's filled with them. Isis is an ancient city.
and for many generations, our main enemy was the Beast Riders that lived outside the city. Towers like these were built to protect us against Drexel and their Beast Riders. В плане вообще модераторов нет. В плане модераторов на Рутубе, у них пока что они чат еще дорабатывают, его же нету на мобильных приложениях, поэтому пока еще многие фичи чата недоступны. Он по факту еще в таком полутестовом режиме работает, поэтому на данный момент модераторов как бы тоже вроде нет, насколько я знаю. A Drexel is a flying beast. Huge creatures with teeth the size of your arms. Lethal, and skin like ferrosteel plates. Somehow the Beast Riders figured out how to tame them years ago. That's a long story. You sure you have the time? Most people don't care for an old soldier spinning a tale or two. Давай поездим нам по ушам, Someone else who likes расскажи. history, huh? Alright. ISIS was formed pretty much at the dawn of our civilization. It was born out of necessity. It protected us from the dangerous beasts that litter Onderon. This city is as old as our civilization. Most of our technology was invented to fortify these walls and protect us. For ages, our worst criminals were cast out of the city to an almost certain death. It wasn't completely certain, though. Some of the criminals figured out how to survive out there. They learned how to tame the native beasts. And it wasn't long before they turned their attention to ISIS. About 50 years ago, Princess Gallia married one of the great leaders of the Beast Riders, Orin Kira. That was right at the start of the Beast Wars. By the end of it, Gallia was crowned queen, and finally there was peace between our people. В смысле, это вот персонаж, с которым я сейчас говорю, он станет белым? Ну-ну. Смысл было им так делать, интересно. It's hard to put aside centuries of conflict. There's an uneasiness between our people. The Beast Riders are upset that General Vaklu has forbidden Drexel in Isis. Citizens usually only see the fallen Beast Riders, who are no better than thugs. Certainly, things are quiet right now. I have some time. What do you want to talk about? Ithorians have been buying them to help rebuild Telos. I don't know why, but ever since they started, the Beast Riders have been crawling out of the woodworks to sell them animals. But the Republic blockade has meant long delays, and because of that, beast cages are filling up the streets of Isis. По просмотрам, в принципе, как? Учитывая, что все-таки у меня подписчиков на Рутубе еще немного, я бы не сказал, что у меня прям много просмотров. У меня в среднем от где-то 15 минимум за стрим до 50 максимум доходило. Так вообще за все время существования канала у меня уже 4000 просмотров в общей сложности. Типа, чтобы NPC не выглядел как главный герой. Это было настолько для разработчиков принципиально. Блин, интересный момент, спасибо, что рассказал. Вообще не знал такого. These are troubled times. You've probably heard that General Vaklu and Queen Talia are having some disagreements. Разногласия. Ничего себе разногласия. У них почти гражданская война, а тут разногласия у них между ними. I've been warned from command to keep my opinions to myself on that. So I've learned my lesson. I'm going to keep my mouth shut. Ask around, though. There are plenty of people who'd like nothing more than to talk about it. Times are too complex for a simple soldier like myself. Sometimes I made the mistake of answering questions honestly. If you say anything bad about a superior officer, they call that disrespecting the rank. Do that too many times and it's not long before you're a civilian. The politics of the day is probably the most talked about subject in the city, and everyone wants to share their particular view of what's going on. Opinions are like Gizka around here. They breed like mad. Gladly. This is a topic I'd much rather avoid. Stay out of trouble. Да, они сами меня преследуют, неприятности. Зачем мне от них вдалеке быть так? Здесь ничего нет. Я рестримлю на 4 площадки. То есть у меня YouTube, Рутуб, Twitch и Trovo. На 4 площадки. Так,
у вас, небось, стандартные фразы у обычных гуляющих. Странно, у них здесь больше набор. На Телосе вообще 2 фразы, которые повторяют мужчины и женщины. Салат пристально смотрит на вас. Please tell me you're an off-worlder. You came from the spaceport, right? But this is good news. You have a starport visa, right? I can only sell my best weapons if you have that. These soldiers ensure that I don't forget these formalities. Watch it, Keg. The captain already has enough complaints about you. No need to be alarmed, my foreign friend. Pay the soldier no heed. Pretend he isn't here. Large variety of weapons. My stock is very good. You might want to buy some before the general decides he needs more blasters. Then weapon merchants like myself have the honor of providing them to him at a substantial discount, even below what it costs us. We do it happily, or else. Or else what, Keg? Or else we are very unhappy at not being able to do our part. Ты именно выбрал черного только вот потому, чтобы не видеть эти искаженное лицо. Как бы, наоборот, прикольно посмотреть, как извращает темная сторона. Мне кажется, в этом вся соль. Посмотреть, как изменяется твой персонаж в зависимости от поведения. General Vaklu is concerned about well-armed insurgents. They've had to get arms from somewhere. Not from me, of course, but all sales of weapons have been severely restricted. I can only sell to off-worlders like you that have the proper clearance. And now off-worlders can't come here because of the blockade and searches, but it's a wise policy. Of course, soldiers are only doing their job. Even if it puts me out of business, I am happy. Even if I'm forced to live off scraps in the street, I am so happy to do my part. Long live General Vaklu! Подлиза, блин. Oh, everything is great here. Да, мы видим, как можно все прекрасно, вы все счастливы. Сказочник. Мантия ученика Матука. У вас хоть что-то другое джедайское есть? Какое-то роба, халаты? Вообще ничего у вас нет интересного. There must come a time when the Queen bows to the will of the people. The Republic has brought nothing but war and death. In our 50 years of flying their colors, we have had more war than the past millennia. Back General Vaklu in his effort to make her see reason. We do not need the Republic. They need our resources, our world, and our blood. For all that we have given, now we get nothing. The Republic is weak and falling apart. Its Jedi, whose fallen brethren have brought such misery to us, have disbanded. Let's be the first world to take our future into our hands. Are you with me? Yes, you! It is up to each and every one of us to turn the tide, to take control of our future. No, they take from us. They are like Minox, sucking energy and resources from so many worlds. They bleed us for their bureaucracy and their excesses. That's enough, Ponlar. If you keep this up, you're going to spend time in detention. You're coming awfully close to treason. You can't silence me forever, soldier. But I'll keep my peace. For now. Да. If I speak more right now, the soldiers will arrest me. Perhaps later. These are dangerous times. People like Ponlar aren't making it any easier. Нигде здесь нету интересных ящичков. Контрольная точка патруля, система загружается. Доступ закрыт. Инициирована процедура выхода. Не дали взломать.
ты нам что, подруга, скажешь? Ну ладно, позже так позже. Это что за два кадра? Dahupa bosakurata go jujutu yoki hiata yamba wajyaki yukito tune gavadumpa munsuru kuplaliyawa bo bagaragawanda yaitua ulwanjiuma Mogachi norta hirembe wanachi kaki mogo krabo durum pabana karas mangra klalalava kumpaile mokata kawana bota yunta tanga kinamatura tayaita ta bosananansata Kawana bota ayuka taigwa kankidora Yasora ku tuka ulwanji yumalithba Shanek ma winbok lelenko sobaramwe Gavadumpa munsuru kuplaliyawa bo bagaragawanda yaitua ulwanjiuma kawana bota yunta tanga kinamatura tayaita ta bosananansata Fereki mangradu noko herete jun sombo marampino su clela sobuto Cristocho intisime soto Taracho mosincho cavavolpa muligi kumanaminta barawamba michedos Kawana бота юнта танга. Он может не говорить всю правду, но он работает на благо народа. Да, да. Угу. Ну-ну. Если он что-то не говорит, значит этого нет, да? Это так называется? Kawana bota ayuka taigwa kankidora. Yasora ku tuka ulwanji yumalithba. Shanek ma winbok lelenko sobaramwe. Variki, mangra, doccia, скрини до пат. Слиме нунква херити. Да, иногда лидеры знают больше, чем другие, конечно. Юнта танга кинаматура. Tayaita, ta bosananansata. Dawancha mori konsova. Mawani dinchori kitsodu sobarenwa. Dorchine sobawata. Унта чивита инка кикрая на чаванга коне. Вам так важно мое мнение? Kawana bota ayuka taigwa kankidora. Yasora ku tuka ulwanji yumalithba. Shanek ma winbok lelenko sobaramwe. Dahupa босакурата го джуджу. Давайте обсудим это позже в контине. Ну да, набухаемся, набьем друг другу морды. Действительно. Ага, типа в королевский дворец вроде бы, да? The sky ramp is restricted to military personnel only. Stay clear of here, off-worlder. I am Captain Bastuco. I have served loyally in the Onderon military for 20 years. 20 years would mean you were here during the Mandalorian Wars, right? I was a soldier when the Mandalorians took our world, and I fought in the Resistance. When we drove them from Onderon, I served on the Wall for 10 years after. You mean after the Jedi drove the Mandalorians from Onderon? The Mandalorians never gave ground to any Onderon. Давайте вы не подеретесь прямо здесь. Considered treason. Onderon was responsible for much of the fighting during the last days of the war. Without General Vaklu, the Republic would have fallen. Да, без генерала Вакла пала бы Республика. Иван там где-то подсмеялся. За пределами галактики. General Vaklu is my superior officer, and I respect the chain of command. He kept the Resistance alive when the Mandalorians were destroying our world. The Wall is the barrier between Isis and the Onderon wilderness. For hundreds of years, we kept the city free of beasts and beast rider scum. The greatest honor for an officer is to serve on the Wall. Many aspire to the post, but few are worthy of it.
I was requested to guard the sky ramp in the merchant quarter. My personal feelings on the matter are irrelevant. I received an order and I carried it out. The sky ramp leads to the battlements, and this particular ramp leads straight to the palace itself. No civilians are allowed past this point. I'm the one in charge here, Offworlder. If you try to get past me, then you'll have the entire ISIS garrison on you in seconds. There's no chance of that, Offworlder. The palace is locked down tight, and only authorized personnel are allowed in. This terminal isn't for Offworlders, or civilians for that matter. I suggest you back away. Типа можно с помощью него их вырубить с этого узла, что ли? А если себя зацепит? Очередные, которые хотят звездюлей получить. Счастливый день, говоришь? Ну-ну. Все? Закончился твой счастливый день? Да, совсем спасибо за участие. Кувшины разбитые, почему-то в которых ничего нет. Головорез, погонщик. A lot of credits to be made around here lately, if you have the right skills. Some of those alien thugs had a go at you, right? I don't want to cross you. A lot of credits to be made around here lately, if you have the right skills. Груда мусора, это груда хлама, кое-что говорит о том, что оно прибыло из местной контины. А, кровь, дроид. Здесь весело, походу, было до нас. A lot of credits to be made around here lately, if you have the right skills. I am 1B8D, an automated droid vendor. I have in stock a variety of quality droid components, no refunds, and no haggling. Do you have any interest in my goods? 1B8D sells droid components and droids. Currently there are 0 droids in stock, and a moderate selection of components. Do you have any interest in my goods? Reinitializing complete. Greetings. Do you have any interest in my goods? Без нас он откалиброваться не мог. 1B8D was built and programmed by Tolos the Trader. 1B8D was built to buy droid components for below base cost value and sell components based on most favorable market conditions. Do you have any interest in my goods? That goes against my primary behavior programming. All items must be sold based on the most favorable market conditions. 1B8D cannot haggle. This is also a part of my primary behavior matrix. Запрос состояния рынка изменить все, умножив на 0. Market conditions all set to 0. All prices now set to base cost value. Do you have any interest in my goods? Взяли, развели дроида, называется. В принципе, ничего особого у него и нет. Можно было к нему и не подходить.
on Gent's place. He's not the best doctor you'll ever meet, but he's well connected in this city. Doesn't look like he's here right now, though. You looking for Dagon? You're not gonna find him here. A soldier captain was murdered at the cantina real good. They got some suspects at the tower. From what I hear, Dagon Gent is one of them. It's the turret tower on the other side of the market. Captain Riken is the man to talk to. If you talk to him, tell him I got his 20 credits. Так, алиби доктора. Вы обнаружили Дагон агента, мандарианского агента на Изисе, который был задержан для проведения допроса его связи с убийством в местном баре. Вам надо поговорить с капитаном Рикином, натуральной башне, торговой площади. Ну, да, помню. Который там тусил, рассказывал нам. Это доктор, у вас тут трупы лежат. Какой-то вы плохой доктор. Heard of any good finds? Have any work that needs to be done? A lot of credits to be made around here lately, if you have the right skills. Давно не писались. Donos emeragith, wanarakorachi drunka sa inchobin sasha, dosimana rachata. Дawachosimu поинда ракава ichi рендумому пара. А, еще одному надо визу. Уж третий. Dommabe want to susintumu karata. Tu es rectonatada ber mabarchokto. Torenibu inturata sisi me borokra. Inwamagro, me rangana noluta. Dommabe want to susintumu karata. Tu es rectonatada ber mabarchokto. Torenibu inturata sisi me borokra. Febko emarayam ga watasitu insula rakarakachata. Tamaso kinchuda wanka. Mopi unawana si chukoratawa. Bomababe want to susintu mukarata. Tu es rectonatada ber mabarchokto. Torenibu inturata sisi me borokra. Febko emarayam ga watasitu insula. Нам это говорил уже. Malampro tarawanti casa samcha para watasha kontia chama umbrata tiwas. Ta come tak blaia giustinga miki gonko beaste. Un grabila kingo mulara kichi kuta krasa. Да, мы заметили, что всем эта виза нужна. Чоне мурлера. Ton kinga ba no jansaka nikarashka. Tancha nik mawimbo kranta mi bilan. Kavadumpa munsuru kuplaliyawa. Bo bagaragawanda yaitua ulwanjiuma. Kawana bota yunta tanga kinamatura. Tayaita ta bosananansata. Dahupa bo sakurata go jujuto yoki. Hята ямба вадьяки юкито. Гениальный ответ. Такомета. Он нам говорил.
Now, what do you order? I'll just guess. I've been all over the galaxy, and this has got to be the worst service I've ever seen. There's got to be something you need, something you want. I have connections, many connections in the city. I can provide high-quality, unique. Да нафиг мне оружие, лучше скажи, если у тебя виза. I even have a rare lightsaber crystal, something you'd never find elsewhere. If you need money, I'll pay you 5,000 credits. All I ask is get me one open. Да, это тоже нужна виза. Don't worry what I'll do with a visa. Maybe I'll just take a vacation. Maybe I just want to visit my mother on Nar Shaddaa. Decent citizens like you really don't want to know what I'm going to do with it. You have an honest face. I will answer your question. I need to transport permacrete explosives for the exchange. They're going to use it to take care of some competition and some local authorities. Permanently. Many Jedi have fought on this world. One of them lost their lightsaber in the Beast Wars. A reliable source says it's a rare Quixoni crystal. Incredibly rare and valuable. I see that's grabbed your interest, eh? There's only one way you're going to get it. One open starport visa. Классная вещь убеждения силой. No crystal. We've never had a civil war. If Vaklu starts one, I don't think people realize how bad it'll get. You can't be the one that fought all those bounty hunters. Only some sort of crazed Wookiee could pull that off. Go back to your ship, off-worlder. We don't need your kindnizes. This is our part of the merchant quarter. Watch your step. Интересно, а смотреть на этот голограмму танцующих твиликов это интересно? Живых не нашлось. This room is reserved, off-worlder. I suggest you leave the room, off-worlder. I've got all the fans I need right here. So go space yourself. I thought it was you. I served in the Mandalorian Wars with you. You're a Jedi, right? I was one of the ground troops. We fought on Daggery Minor together. It was near the beginning of the war. We didn't win that battle. Enough of the past. The whole galaxy isn't safe for Jedi now, especially here. Onderon has suffered through 3 wars started by fallen Jedi. Do you still serve the Republic? That's the first good news I've had in months. I was sent by the Republic Senate to investigate certain delicate matters that are happening on Onderon. Я не говорю, что тебе тоже нужна виза. I have to get to Coruscant to deliver my report. But days before I was planning to leave, they started. Сколько же вам всем надо идти виза-то, а? I really can't say. The most I will say is stay clear of General Vaklu. His ambition knows no bounds. I believe the people of Isis are absolutely correct. A civil war is brewing, and Vaklu may very well win if I can't get to Coruscant in time. Thank you for the tip. The journey to Coruscant would be more costly and attract more attention. But there are many freighters bound for Telos. Thank you, but this is a personal starport visa. It is keyed to you and you alone. I appreciate your gesture, but I need an open starport visa. Those are transferable and work for anyone. My mission requires the most extreme caution and delicacy.
I don't want to risk going through channels to get a visa. General Vaklu is not above arranging an accident for me. I'm taking a great risk talking to you, but I'm running out of options. Helping me is not without its risks. I know you have Jedi training, so you can probably handle it. But I may be being watched. If that would compromise your mission, perhaps we should go our separate ways. Всем нужна эта виза. Nice to meet you, Sentient. Are you interested in a friendly game of Bazak? The deck is warm, the drink is plentiful, and the company amiable. Can I tempt you? Charanana Gundoso, Remina, Quebraco, Capada, Quebratora Padano, Ringatel, Camarada, Telefibo, Nundo, Terana, Chenigara. То есть у вас здесь на дроне даже гонки есть? Ну, попробуем. Совершенствует своего дроида щитовода. И началась война, будем развлекаться за деньги, конечно. Гениальная у него логика. Tawini Malre, una bola que chua wantungato. Krachi kusa kunta chubatun borawramwa. John Sobo Marimpa, Komarikata Nimbuna Kea Sarupa Manwante, Neka. Mogachi, Norta, Imbreve Sotamici, Pratanga no me vide tota Rojawana Chike, Bromne Brava, Nikadisho Sagor Kavatumpa, Pola Telewe Nikata. Rishunko, Jova Ninja Chimba, Baksitre Juju si Juju Pitie, Primtaba Nin Sochu. We don't sacrate, Rotota de Jalawara Kunsazoto. Chubatone King Chuba, Kuriko Asotoye, Rinke Free, Te de Ducha, or Samba Sugna Kaplau. Pasa Susho, oui. Канаина дока чес. Жу, классно. Бластеры прикольные, еще сказал бы. Нутанас, антихит мудира, юнчуба. Какой короткий разговор. Порначени сопа маранка до риса вода. Кована мед. Суча тола бача камантуч. Фортекчока. Точно мозрунта. Рагичиса. Кавадумпе масураку. Попаи ботеня. Таче мороза камса. Javascobo subjob. Rigiso carvenoxo. Mochitosasa. Crach, Mizoto Minaka de Sama Crema Crach Vituto, Bakaraze Zon Mama, Potaka Chi Bintano, Vereka Tocha Heremba, Soborama Hota Watakan. Kavadumpe Masuraku, Popayi Botenya, Tachimorosa Kamsa, Javascobo subjob, Rigiso Carvenoxo, Mochitosasa Grindeo.
Tahupobotenyo go jucho picha, Gwentabani sochu, Norotoga protolala shishi, Juvadosa jibacha, Ratakmansan, Tokosha nachitolo, Kavadumpe masuraku, Popayi botenya, Tachimurota kamsa, Javaskobo subjo, Rijiso karvenoxo, Mochitosa sagrindeo. Более ясное представление о галактике. Но мне сам более ясно, чем у тебя, родная. Первоклассный бармен. Dosimana rachata, minsukray masukun ratungala, meron tono junsara roto, minsukun rakawata, poendo ratamana sobu. Minsukray masukun ratungala, meron tono junsara roto, minsukun rakawata, poendo ratamana sobu. Minsukray masukun ratungala, meron tono junsara roto, minsukun rakawata, poendo ratamana sobu. Aramontok tumugara chukorak, grun kanwana machi nito rabanaka, dosimona racha. Убедительные советы, по поводу чего они их могут давать. Tanto todos tumukarata, mirangana roto, dosimana rachata. Kroto no ranga manatandi kroto, mokpito na wana si Jin siwa no bosh. Попробуем погоняться. Так, чисто прикола для... Ну, по-моему, на Манане так было, да, 502,5. Не так же само. Ну, плюс на этом тоже, на Татуине так было. Был тут один время гражданского войны джедаев перешел на 3-й уровень на Манане. Ну, это просто везение, да-да. «55 секунд». Ну-ну.
все. Хотя не получилось. Если бы не попали в эту мину, то даже, может быть, и за 40 секунд долетели бы. Опять. Здесь уходить влево. На 48-23 стабильно, блин. Ну и какой интересный результат. 47-11. Вот 47-11 тоже такое. Получилось. Ну и сколько надо, чтобы с ней интересно. Ну ладно, попробуем. 43, у меня 41 было. Сейчас попробуем. Все, не получится. Я протупил здесь. Давайте последний раз, получится, не получится.
Почти же получилось, ладно. Нет, так нет, мне эти 5000 кредитов как-то погода не сыграет, и квест за это с опытом не дают. Так, сначала пойти поговорить по поводу этого убийства. Потом уже делать здесь опросы людей. Нас впереди ждут. С двух сторон. Молодцы. Back off, wormhead. This bounty's mine. Don't do something you might regret. There's soldiers all over this place. Bawan madiransha, you can most krun. Nande mi soku kuran marenden kravamusa. Kavadumpa, mo wendido chokeremi norta kunyun vish chawakachu. Sura dachi morotukugansa. Получено влияние мира. Вот и все. Виза космопорта охотника за головами. Вот, одна виза у нас есть. Я же говорю, что по идее мы еще должны где-то найти вторую. Но рисовая мантия у нас, по-моему, уже есть. Или нет? Ну да, фигня. Yeah, something wrong? Go ahead, now. Сомневаюсь, что это один, потому что мы получили одно влияние. Yeah, more or less. Well, the war, it's what happened. I think so. After Revan, me? Go ahead. I didn't. Do you really want to hear this? Уже прокатывает, но походу превратить ее можно только на корабле, наверное. Well, Hanhar and me go way back, in the worst possible way. He's from some forest planet on the outer rim where Zerka had set up one of their slaving operations. Какой-то лесной планеты, кошелька называется. I don't remember the name. Something with too many K's. Нашим количеством Каю. Sounds like you're gargling Ronto spit when you say it. Звучит так, как будто вертишь шампур, когда произносишь его. No idea. He's just... То есть она даже не знает, что он Вуки, да? Пипец. I get the impression he's not a good representative of his people, though. He's the equivalent of a madcap hound among Rontos. Some of Voga the Hutt's men said Hanhar killed his own tribe, but those two crud thugs lie every time they open their mouths, so who knows? Well, not for long. Once off planet, Hanhar escaped from the Zerka slavers, then killed them all. I don't know. I always thought he just liked using them as weapons. Well, before you get too proud of him, Hanhar figured Zerka had the right idea. I don't think he understood the concept of slavery before, at least on the scale that Zerka practiced it. But now he did. You ever hear of Dursan 3, or the ID cluster colonies? Right, that's because Hanhar happened. He makes what happened to his homeworld look like an exercise in community building. He's not a bounty hunter. He's a slaver. Proud of him. It's like he's out to enslave or kill every human in the galaxy, like he's trying to settle some huge score or debt. I don't get it, but he's dangerous. Anyone who paid credits. And sometimes, he just hunted humans for sport. The ones who survived, he sold to the exchange, to the huts, to anyone who'd buy bodies. Living or dead. He and Voga used to do big credit transactions. That hut really liked the look of unwrinkled humans for some reason. Didn't make him too popular with the other huts, let me tell you.
I was prey. And not only did I escape, but I saved his life while doing it. He's been hunting me ever since. I don't pretend to understand it, but among his people, they have these codes of honor. But somewhere along the line, Hanhar's got twisted. His people form these things called life debts. If you save the life of one of them, they pledge themselves to you. Well, with Hanhar, he can't escape that life debt. It's bred into him. But he hates every other living thing in the galaxy, so pledging himself to someone else, especially a human, was unbearable. So when I saved his life, it was the worst thing I could do. It was like slavery all over again. But it was in his head. It's like it pushed him over the edge. A life debt to Hanhar is a death sentence. He'll hunt you until you're dead. When I saved his life, it meant he had to kill me. And so he kept chasing me in hopes I would die. I think the fact I showed him mercy after hating humans for so long, that was something he couldn't stand. Probably. But if he had multiple life debts, especially to humans, Hanhar would probably go mad. He was angry before, sure, but he'd be 10 times worse if that happened. Hanhar's tough. Really tough. And when he loses it, it's like nothing can stop him. Seen him shrug off blaster bolts, balls, and stunners, and even survive a freighter crash on Dursan 3. He keeps coming. Oh, I'm glad he's gone. It's like a weight off my shoulders. I don't have to keep watching my back every minute, wondering when he's gonna show up. And he always did. It's like he always knew where I was. Trust me, if he was still alive, he'd be chasing us even now, ready to ambush us when we least expect it. And he always shows up at the worst possible time. He was one of the best bounty hunters on Nar Shaddaa. Hanhar never gives up on his prey. Or his life debts. He's a hunter. He's a natural predator. You know, it's a long story, and I'm kind of tired of talking about it right now. Maybe some other time. Не хватает влияния. Go ahead and ask. I've killed people before. Oh, do I? Is that it? How you could ever possibly hope to understand is beyond me. Jedi don't have family. I know what happened at Malachor 5, and I know Jedi didn't care about life there. Get away from me. The next time you come and ask me a question, I swear I'll shoot you in the head and dump you out the airlock. Финечки светлой стороны, при этом она на нас еще и это обиделась. What do you want now? Whatever, don't worry about it. It's just a sore subject with me. Yeah, well, they're dead. That's how that story ends. But not everybody's story has to end with losing their family or their loved ones. And not all the bounty hunting I do is for criminals or killers. There's a lot of lost people out there, scattered ever since the Mandalorian Wars. And sometimes it's like you can almost hear them, like an echo, calling out for each other. And maybe, just maybe by finding them, I can start putting the galaxy back together. Maybe. We'll see. I don't even know why I'm telling you this. But you're not getting anything else out of me. Лучнички светлой стороны получено влияние мира. Хоть так. Ладно, пойдем обратно. К этому капитану Рикину, или как там его. General, we have found them again. Have we, Tobin? Or is this a preface to another of your failures? Consider the whole field, Tobin. Why would a Jedi risk all of this just to come to Isis? The crew of the Ebon Hawk is elusive, General. We were warned about that, but we still underestimated them. But the fools are here, in Isis. The intel on this is certain. I'm ordering men loyal to us to take care of them now. I think I have an idea.
Hold that order. Have him watched instead. The Jedi may prove a solution to another one of our persistent problems. Интриги. Плетет. До сих пор так с нами говорить не будет. Back again, Off-Worlder? I'm sure you have a starport visa. If I were you, I'd leave before too many more beast cages are stacked in the streets. We certainly do. He and several other people were picked up in connection to a murder. Captain Sulio. She was in charge of the starport checkpoint. A good soldier. Your friend was one of the last people that saw her alive. So far, he's just a suspect. But if he did it, the punishment is death. Dagon Gent is the only person I know with the contacts to help us out. We need to get Dagon out of custody. Until we either eliminate him as a suspect or find the real killer. Dagon has quite a record with the authorities. The Colonel thinks that murder isn't too far a stretch for someone like him. No way. We're under orders to make sure no one sees the murder suspects. Command is taking this very seriously. I know Dagon personally. He's one of the worst doctors I've ever heard of. But I can't see him deliberately killing someone. He was one of the last people seen with Captain Sulio in the cantina. Ask around there. I've heard he's got a good motive for killing her. If you can somehow clear that up and prove it wasn't him, Command will cut him loose. If I say any more, I'll get in trouble. Stay out of trouble. Так, алиби доктора. Капитан Рикин говорит, что Дагон-агента поймали вместе с несколькими другими подозреваемыми в убийстве андоринианского солдата по имени Сулио. Рикин говорит, что у Дагона был мотив для совершения убийства, и его также застали на месте преступления. Для того, чтобы освободить его, тебе придется расследовать преступление в закусочной неподалеку от офиса Дагона, хозяин дворца. Все доступы к Королевскому дворцу и к мастеру-джеда ограничены. Дагон-агент может провести тебя внутрь, но его арестовали за убийство андоронского солдата. Подозрительная личность, которая с нами все не разговаривает. А, по-моему, кстати, вот эта вот кровь возле этого мусора, это, по-моему, вот то, что убили этого солдата там. Здесь есть остатки дроидов. Tonoranga Manaka. Loka Kamaran and Doso ran with no chabi. Tu Rantamanas in Wamagro. May Rangan. Ладно. Так, этот не говорит. Kawanabota yunta tanga kinamatura. Tayaita tabosananansata. Dahupa bosakurata go jujuto yoke. Hiata yamba wajiake yukito tune. Mungachi norta imbre wanachike. Drumba bambwa. Konti-chan munka. Kavadumba kuswaka tayamukata. Takometa playa justing miki gongo beast. Un grabi la king no mular. Dahupa bosakurata go jujuto yoke. Hiata yamba wajiake yukito tune. Mungachi norta imbre wanachike. Drumba bambwa. Konti-chan munka.
Наступающий заигрывать. Кавадумпа мунсуру куплалиява, бо багарагаванда яйтуа ульвандиума, кавана бота юнтатанга кинаматура, таyaita, та босанансата, та комета, каблая джустинг, микигонго беаст. Kun grabila king no mulara kichi kuta grasa kisha. Да хупа, боса курата, го джуджуту йо. Так это он говорил. Тон. Кавана бота юнта танга кинаматура. Таyaita, та босанансата. Kavadumpa munsuru kuplaliyawa, bo bagaragawanda yaitua ulwanjiuma. Kawana bota yuntatanga kinamatura, tayaita tabosananansata. Entomesh mi paju, watamincha yokolondoado nukulabir. Так, добавлен запись журнал, потеряно 500 кредитов, получено 250 опыта, взломанная открытая виза космопорта. Так, алиби доктора ночь капитана Соли убили, похоже, это дело рук Дагон-агента, который пошел за ней. Она прокляла его и публично унизила, может кто-то в контине, кто знает их лучше, прольет свет на это дело. Взломанная открытая виза космопорта. Космопортовая виза, которую вы приобрели у твиликского охотника за головами. Киев подправил ее так, что она теперь может быть использована кем угодно. У нас же вроде их было две. Тут столько народу. Понятно. Пока больше мы ни о чем не можем его спросить. This room is reserved. Huh. If you ask me, she got what she deserved. She looked down on us beast riders. Good riddance. I know his face, that's about it. His office is on Beckel's turf. She's a beast rider like me and our leader. You better never be speaking ill of her, or else. Do you have a visa yet? I really can't be any help with that. I might have been in the same detention cell that night that Dagon's in now. The soldiers were asking me some entertaining questions that night. I've got no idea what was going on. Let's just say I'm one of their usual suspects. Sort of comes with the territory. That's all I'm going to say. О, вот этот вот должен в красном, который хотел поиграть с нами, что-то рассказать. Может рассказать, точнее. What do you want to know about that night? Dagon Gent didn't do it. Because he was with me at the time. Но ты не можешь это рассказать, потому что ты под прикрытием, понятно. It's quite simple. Right now he's accused of murder. If he's convicted, the sentence is death. If he's accused of espionage, let's say assisting a Republic spy, then the penalty for that is death. I'm afraid the Andoronians are quite fond of their death penalty. So if I stood up for him, he'd be trading one death sentence for another. I was with Dagon in his office at the time of the murder. He definitely wasn't involved with her murder. We were taking great pains not to be seen, which has a certain irony to it, really. If you can free him, please do. He's been invaluable with his help to the Republic. I only wish there was something I could do to help him. Assuming we get Dagon free, we're going to have a few private words about this. Together, we fought against the Republic during the Mandalorian Wars. I don't particularly like the idea that he's working for them now. Welcome back. My deck is still... Foul business, that is. Like most nights, I was here. What do you want to talk about? Know him?
He's probably my best friend on this planet. Honestly, he's not a Собственно, very такой не good очень doctor. хороший доктор. Да, вы заметили, что у него там труп лежит. She did? Oh no, by the four moons, what a mix-up. They got it all wrong. Dagon and Sulio were good friends. It's just when they got a little too much Juma juice, they'd carry on. They'd call each other all manner of things. It could get quite hilarious, really. But it was just friendly banter. That night, Sulio was in great form. Dagon and I were laughing about some of the choicer ones later. Yellow-toothed dung dweller. We bought her a couple of drinks afterwards. It may look strange on the outside, but it was just their habit, their way of passing time during these dark nights. Listen, if the soldiers think that's a motive, they just didn't do enough digging. That bit of information will help with clearing Dagon, but the Onderon military won't let him off that easy. They're very obstinate. Maybe some of these people will know more about what happened that night. I was cleaning up stakes from a particularly rewarding Pazat game when I heard a loud sound outside. I grabbed my blaster and went out the door. When I got out, I saw Captain Sulio. She was quite dead. Blood was everywhere. I heard a noise and saw Dagon Gent coming from his office across the courtyard. We both waited for the authorities to get there. The next day, they picked up Dagon and several other people in the area. It's crazy to think he did it. Sulio was our friend. Just outside the door by the junk heap. It might be a good idea to look at the crime scene. We fought many soldiers in the Mandalorian Wars. The Onderonians were certainly brave, but they were disorganized and stupid. I wouldn't be Дарью все surprised. обсирает андеронцев. I'd much rather talk about something else. Focusing on the negative is no way for a gambler to live. Так, друзья, извините, сейчас мне нужно ответить на звонок, скоро вернусь.
Друзья, я тут. Все. Поговорил по телефону. Давайте продолжать дальше. Так, надо выходить на улицу. Да, Лебедоктор. Ника говорил, что он первым появился на месте преступления. Капитан Сули умерла сразу возле закусочной в куче мусора. Дагон появился там вторым, прибежал со своего офиса. Так, ну визу по-любому дам женщине с детьми. Наибольше нужна. Вот как-то хотелось бы еще какую-то одну найти и помочь кому-то. Ты ищешь кучу хлама, что-нибудь связанное с убийством капитана Сулио. Единственная вещь, которую ты находишь, запекшаяся кровь, где ее убили. А в дроиде, по-моему, была эти остатки обслуживающего дроида, который все еще сжимает свой поднос обслуживания, был серьезно испорчен, голова отсутствует. Так, на месте преступления нашло только засохшую кровь, остатки дроида, который, возможно, работал закученным. Кто закученный, даст тебе больше информации. Понятно. Он все тоже повторяет, ничего он не скажет нового. Так, этот ничего не говорит. У этого что ли заново спросить? Welcome back. Foul business, that is. That would be Bohema's SOD2. No, SOD3. Or is it 2? Whichever one it was, he keeps losing them. Who knows? Sometimes the slum dwellers shoot his serving droids for fun. This part of the quarter is getting more and more lawless, I'm afraid. When Dagon and I were waiting for the soldiers, we had to chase off some scavengers that were stripping SOD3. No, I'm afraid there was quite a crowd growing. We were seeing if there was any way we could help Sulio. There was nothing we could do, of course. She was dead. Сейчас спрашивают, надо этих, которые там разбирают. Да там, в принципе, вообще никого нет, кого можно спросить. Не все не эти, не кликабельные. Heard of any good finds? Heard of any good finds? Greetings, Matt. Certainly, 1B-AT is programmed to answer many basic questions from prospective buyers. What do you want to know? Надо идти спрашивать дальше. Ладно. Я говорю, вообще не помню квесты на Андероне. Эти подорвались. Da hupa, bosa kurata, go jujuto yoki. Hiata yamba wajiaki, yukito tune. Unta chiwita in. Tawancha morichiwa, mufalawa ni bobo wish yot kuna sita dorchuni sobawata. Ichawa te crossi wish yot toda si. E krimba chok windindo. Бахим. Бахим это кто? Который этот, что ли? Этот вот... Квимтик. А, это этот. Ага. Кротоноранга манатанди. Нючка ванасичо ранапамангакан. Мопидаwa джоси мучото. Tanto todos tumukarata. Meiranga naroto. Dosimana rachata.
Insukray masukun ratungala. Meron tono junsa raka roto. Minsukun rakawata. Poendo ratamana sobu. Insukray masukun ratungala. Meron tono junsa raka roto. Minsukun rakawata. Poendo ratamana sobu. Insukray masukun ratungala. Meron tono junsa raka roto. Minsukun rakawata. Poendo ratamana sobu. Nunchkawana sicho ranabamangakan. Mopikawa josi mukchoto. Ника нифига об этом не знает, я его спрашивал. Welcome back. That... Who knows? When Dagon and I... No, I'm afraid there was quite a crowd growing. We were seeing if there was... Не было его. Бахима, Ника. Так, еще раз кто? Ив. Бахима, Ника, Панара, Киф. This room is reserved. If you ask me, тоже говорил. That Bith keeps buying droids, and the scavengers keep stealing them or blowing them up. Seems he's finally given up. The waitress is awful, but she... I wouldn't tell you even if I knew. I could tell you where you could find the parts, though. That western square has the perfect fence for droid parts. There is a droid vendor called 1B8D. That droid is as dumb as the Morian. He'll buy anything because he's too stupid to do anything else. 1B8D is quite handy. Quite a few of the slum dwellers make a good living salvaging droid parts for him. You might have even bought some. Так, Панар сказал, что все найденные дроидные запчасти оказываются у 1B8D в западном районе. Он с легкостью укрывает краденое, потому что он простой дроид, который не имеет никакого понятия о собственности. Запчасти дроида слуги Бахимы, скорее всего, у него. Greetings, Master. Do you have any interest in my goods? Entity Bahima unknown. I have many serving droid parts. The market rate for those parts would be 25 credits. Thank you for your business. Kif and the cantina can probably do something with this. We should head back. Так, ты купил несколько частей дроида у 1B8D. Одна из запчастей — голова дроида, которая была уничтожена возле закусочной. Память оказалась нетронутой, нужно специально оборудование для того, чтобы проверить ядро памяти, наличие информации о смерти капитана Сули. У шефа закусочной наверняка есть такое оборудование. Ну-ка, у шефа. А не у шефа, а у посиди этого Кифа. У шефа. Перевод, как всегда, божественный. Останки S0D3. Подошли часть служебного дроида Бахими S0D3. Голова в довольно хорошем состоянии. Как-то у нас затянулось это остаток Андерона. Уже 2 часа проходим. Da hupa, bosa curata, go juju toyoki.
Hiata yamba wajiaki yukito tune. Kawana bota yunta tanga kinamatura. Tayaita. Взглянем на его последнюю пищу. Hello there. What is this? Oh my, she's dead. Это небось этот, который был. Уж на вот этого вот гонщика в одежде, по крайней мере. У шефа запоминающее устройство подключили КС-0Д3. Посмотрев информацию с найденного ядра памяти, стало ясно, что капитана Сули убили выстрелом, сделанным из тени возле входа из магазина. Свет показать тайник, он может оправдать Даган-агента. Так, надо пойти отдать визу. Мне было интересно, что там по поводу нашего... он все так же серый. I'm quite busy right now. Perhaps later we can talk. Captain, you're back. Please tell me you have an open starport visa. Thank the Four Moons for your kindness, Off-Worlder. I only wish I had some way to thank you. But my children and I will never forget your kindness. Hurry, children. We get to go on a spaceship, thanks to the captain. We get... Получнички опыта 300, получнички светлой стороны, потерян предмет. Ты дал визу Террил, не видите. Возможно, ей больше повезет на другой планете, но все еще есть очень много людей, ищущих визу. То есть, как бы намекает, что мы где-то еще можем, видать, найти. Вопрос только где. Мы же свою, по идее, дать не могем. Mopiguna wana si Chokoratawa. Loka kamaran endoso ran we no chabi. Tu rantamana sobu. Tu! Welcome back. My deck is... Foul business, that is. Что же вы все это повторяете? If it'll help Dagon, you got it. There's no way that Dagon could have done it. I saw him coming from his office. That's the opposite direction of the marketplace. We should go talk to Captain Riken and clear all of this up. Nico, is it? And the Off-Worlder. What brings the two of you here? That's a bold statement. I assume you have some sort of proof.
It's a long story, so bear with me, Captain. The night of the murder, I was playing Pazak. It was a prosperous night. That should do it. We still don't know who killed Sulio, but this will greatly assist our investigation. You have been ordered off this investigation, Captain. I hope you can explain yourself. I had nothing to do with this, sir. This citizen found information about Captain Sulio's murder. It's material to the investigation. We've already got our man. Sulio and this Gent were fighting the night she was murdered. He had ample motive. Have you read the report? Some of the things Sulio called him were vile. Sulio and Dagon clearly hated each other. Why, you little... Friends would not carry on in such a manner. It's absolutely true, Major. I was a friend of both of them. They've done this dozens of times. Bahima, the bartender, can confirm it, as well as half a dozen other people. They were an odd pair, but they certainly didn't hate each other. I see. But there's still the fact that he was right there at the scene of the crime. The only thing that matters to me is that he was within blaster range when Sulio was killed, and he did not have an alibi. You have a recording? And I'm sure you're just misinterpreting it. I've seen it myself, Major. Nico isn't the only one that spotted Dagon coming from his office. It really can't be Dagon Gent. The real killer is still loose. Very well, Captain. Set Gent free, then. But if later it turns out that he did do it, it's gonna be on your head. The men will be working on getting Dagon Gent out right away. The Major sure isn't happy. You're quite a team. Together, you got the Major to back down. That's no small feat. The investigation has been handled at the highest levels. I've heard there's been some concern about that. With Dagon free, I don't know if the investigation team will find another suspect. They haven't been as diligent as other investigators. I'm not gonna say any more. Probably said too much already. If you head over to Dagon Gent's office, some men will bring him there shortly. Thanks for clearing this whole thing up. I could tell the justice wasn't being served, but we all have our orders. We really need to patrol that sector better. Thanks for getting me out of there. As detention cells go, it had definite class, but I prefer being out on my own all the same. I owe you and Mandalore one. Wrong place, wrong time. Captain Sulio and I were acquaintances. I just happened to be too close when she got dead. Real shame. She wasn't bad to look at, and she could drink. На что умела пить. No, and at this point, I don't care. Just glad to be free. She's dead now. Not like finding whoever did it will bring her back. I deal with death all the time. We all end up like her eventually. Yeah, it was. Although it looked pretty much like this to begin with. Little dirt never killed anyone. Небольшая грязь никогда никого не убивала, ну-ну. But they didn't pay too well, so they got what they deserve. I give my customers a menu of options. If they go for the deluxe, I'll clean up the place and put on a new smock. Otherwise, they knew the risks. Классный доктор. Patients, customers, idiotic hut spawn, call them what you like. Most doctors tell you that they get into the business to save lives. Most of them are flaming liars. At least I'll tell you the truth. I'm in it for the credits. Like what? We go way back. Way before he became Mandalore. In my experience, Mandalorians always know about the doctors around. For some strange reason, they keep getting into scrapes. You want to know more? Ask him yourself. Not many people can help you out with that. Did several assassination attempts on Queen Talia. That place is locked tighter than a Hud's Fall. I know a few people, though. Who do you need to get in touch with? Nobody knows for sure, but everybody thinks that General Vaklu has to have something to do with it.
They're keeping the attempts quiet, but that place is locked down tight. A Jedi Master, you say? Now that is interesting. It's quite a bounty in Jedi these days. Not that I'm looking to collect, but if there's a master there, I think I know who it is. I'm not certain, otherwise I'd tell you. But the man I'm thinking about is smart, likes to stay in the shadows, and is cryptic as hell. If he isn't a Jedi Master, he should become one. There's a slight problem with that. I know you don't want to hear that since you went through all the effort of springing me out. The thing is, scavengers have already looted most of my stuff. Most of it's garbage anyway, so I don't care too much. But I did have a couple of encrypted holodisks that they nabbed. So here's the punchline. I need those discs because they have some contact information on them. People I know you don't just walk up and chat with. There's a procedure. And that holodisk has the procedure. The Kells gang pretty much owns this street. From what I hear, she's the one that cleaned me out. She's in the local cantina most days. She's tough as Drexel leather and more dangerous than an angry Wookiee. You take Mandalore with you, though. Забудешь Мандалора, все будет в порядке. Да я без Мандалора разберусь. After that, if there is a Jedi Master in the palace, I'll get you a meeting with him. Короткий световой меч дали, наконец-то. Так, крысы контины, Андерон. Дагон может организовать вашу встречу с магистром джедаем, который скрывается внутри королевского дворца. Но для этого, чтобы это сделать, ему нужны шифрованные голодиски, которые были украдены из его дома, пока он сидел под арестом. Он уверен, что предводительница шайки зверопогонщиков Бекель имеет их в своем распоряжении. Она находится в контине Изис. Вы восстановили репутацию Дагон Гента от подозрения на убийство капитана Сулио, но он не сможет связаться с дворцовым мастером джедаем, пока не расшифрует некоторые голодиски. Как исходил капитан Рикин, доказал, что у Дагона Гента не было мотива для преступления, он не мог это сделать. Рикин отдал свой приказ, и с помощью Ника тебе удалось освободить Дагона Гента. Хорошо. Короткий световой меч, то, что надо. Невооруженный специалист 6. Так. От нее до 10 внимательность. Увидеть все. Убеждение. Думаю, десятки вполне достаточно. Так, а что нам вообще качнуть там? Столько всего, даже не знаю, что взять. Крик силы, темная сторона, вытягивание силы, темная сторона, метнуть световой меч, подавление сил, отменит обычно улучшенная версия активных силовых способностей, следующий на ауру сил, дабл сил, вспышка, дан-дан-дан-дан-дан-дан. Выпить жизнь. Даже не знаю, есть ли смысл это. Пу-пу-пу. Универсальная сила способность за персонажа возможность использовать собственное здоровье, чтобы экономить энергию силы. Все навыки силы забирают 50% затрат за счет очков жизненной энергии и за счет очков силы. Я даже не знаю. Тот случай, когда уже даже не знаешь, что качать. Врага биться на вашей стороне. Ладно, сделаем толчок, потому что, честно, я больше не знаю, есть смысл от этих всех барьеров. Хотя можно и барьер пробовать это добавить, пусть будет.
тебя есть верстака нет, да? Ладно, потом будем у себя на корабле ставим другой кристалл на этот меч. Have you found the encrypted holodisks yet? I doubt that Mikkel is smart enough to realize how valuable those discs are. So it doesn't need to be done immediately. Здесь гуляет этот капитан. What do you want here, Offworlder? The room is taken. The whole cantina is taken. You should leave. No. You? And just how do you intend to do that? The Offworlder wants to make a donation. Kill him and take everything. Хорошо, подруга. Не вопрос. Уёживалась. Открытая виза космопорта, зашифрованные голодиски, дрожащий меч, дрожащий. Бакель не оставил вам выбора, завязалась борьба, она погибла. Вернитесь к Дагану Генту с зашифрованными голодисками с ее телом. А этот куда делся, Киф? Главное... А, вот он. Я не знаю, есть как бы вот этот вот агент Республики, которому надо как бы помочь. Есть этот капитан корабля. Помочь агенту, наверное. Это набор зашифрованных голодисков Дагана агента без правильного шифровального кода. Они абсолютно бесполезны. На руках Дагана информация на них записанная может оказаться бесценной. Вы получили эту вот космопортовскую визу Бакела, она открытая, и это означает, что ее может использовать кто угодно. Так, что у нас вообще по квестам? Так, это мы закончили, это будет в процессе, это, наверное, сейчас отдаем. Ну и, в принципе, как бы, квесты здесь на Андероне и закончились. Good to see you again. Any luck with the visa? Really? I've been looking for one for weeks. Thanks. You've done a tremendous service for the Republic. Now I have to catch the first shuttle out of here. May the Force be with you. Буквально запись журнал, получить очков опыта 700, очки светлой стороны. Так, ты дал другую визу Харту, активисту Республики, но он не сказал о своем задании, звучало так, как будто оно было срочно. Однако еще больше людей ищут визу космопорта, теперь тебе вряд ли удастся найти еще. Ну, вот и все, в принципе. Как говорится, как тебя там, Горма, извини. Но как-то агент все-таки, наверное, был важнее. Ну и все, можно идти к этому Даган-агенту, потому что больше нам, в принципе, здесь делать нечего. Абсолютно. Ну, сейчас мы к этому придем, и придется отсюда убегать. Have you found the encrypted holodisks yet? I won't be able to get a hold of my contacts from the palace without it. Great going there. With these, I'll check my contacts at the palace. I should be able to get a meeting with your Jedi Master shortly. You got anything you need to take care of in the quarter, you best do it now.
You're dealing with serious politics by contacting him. If things go bad during a meeting, you may not be welcome in ISIS anymore. Perhaps never. Just let me know if you want to go through with this. Yeah, I'll get on it. Just grab a cot and rest a bit. Once they get a meeting time, I'll let you know. Is this meeting a trap? I can't afford to lose you, especially given recent events. Anything could be a trap. Vaklu is no fool. But if the message is true... Is this necessary? I can guarantee your safety in the palace, but outside these walls the general has many men that would do anything for him. Nothing in life is certain, Your Majesty. But I feel something. There is a disruption in the force. I must investigate this. Very well. But please, be cautious. Aren't I always? That's what I was afraid you'd say. Well, the meeting is on. Head straight to the cantina. You guys should be in there. And, no offense, but I hope I never see you again. You must have gone through a lot to arrange this meeting. The palace is at full battle readiness. Smuggling in a message is no small task. Kavar, the famed Jedi Guardian. The Mandalorians counted on the fact it would be you, not Revan, who would lead the Jedi against us during the Mandalorian Wars. I wonder how we'd have fared against you. I thought you were killed fighting Malak during the Jedi Civil War. It seems my former student keeps curious company. Strange times lead to strange alliances, though. I have my ways as well. Why are you here? I imagine that you hold little love for any on the Jedi Council anymore. Even an old friend. Його на край, привет, приветствую. I'm not sure how well placed your faith is. I feared you would harbor dark feelings because of our treatment of you. You have to understand that it was a time of great uncertainty. We just learned that Darth Revan was back with an armada. Every Jedi that went with him was lost, corrupted, and as dark as their master. And then there was you. Many thought you were a spy, but there's more to it than that. And I think you deserve an Am I interrupting? In orbit, I thought for sure that the Ebon Hawk was mine. I was certain, only to see you slip through my fingers during the battle. Imagine my delight to discover you were on Isis. Quite careless, if you ask me. Get them, men, and watch your aim. Civilian casualties cause a mess of paperwork. From the palace. I'll get word to you when I'm able. Run! What have you done to my men? Blast! Men, take care of him. I won't let Kavar escape. Hey, we should check our lines of fire around these bystanders. No grenades. Да какие гранаты, господи, сейчас молнии всех порешу, это все закончится. Так, получены очки светлой стороны. Все. Так, что он там написали? Даганген сдержал слово и устроил встречу с магистром Каваром вместо закусочной. Прежде чем встреча началась, прибыл полковник Тобин со своими солдатами. И здесь уже в опасности магистр Кавар сказал, что свяжется с тобой позже. Вы нашли магистра Кавара на Андероне, но он бежал от войск Ваклы, и вы не успели поговорить с ним. Похоже, что вам придется отложить разговор с ним до того, как вы сумеете проникнуть в Королевский дворец на Андероне, чтобы снова его увидеть. Твоя встреча с мастером Каваром была прервана полковником Тобином и его солдатами. Кавар снова сбежал и движется к Королевскому дворцу. Он сказал, что он свяжется с тобой позже. Полковник Тобин следовал за ним до конца. Верных Ваклу солдат прислали, чтобы бороться с тобой. Так, вы возвратили шифрованный галдийский догон агента. Он организует встречу с мастером-джедаем позже.
Так, все. Тогда надо валить с Андерона и лететь дальше. Ты так что-то как-то больше 2 часов потратили на завершение Андерона. А вы теперь пачками будете забегать, да? What's happening in the West Square? It sounded like battle. Command's ordered comm blackout. Do you know what's going on? What? Why? That makes no sense. Command hasn't issued any alerts. Are you sure it wasn't some of those Beast Rider slags? They've been getting bolder recently. You must be mistaken. Soldiers just don't attack civilians without orders. If it weren't for the comm blackout, I'd check with command. Just head to the safety of the Merchant Square, citizen. We'll send a patrol to investigate as soon as we can contact our HQ. Not all the military is after us. Still, Vaklu can throw a whole army at us. I think we've outworn our welcome over here. We should head over to the spaceport before General Vaklu invents some charges against us. Then we'd be in real trouble. Век из торгового квартала. Вы достигли контрольно-пропускного пункта «Небесный путь». Солдаты там не напали на вас, но один из них сказал, что начальство приказало заглушить все линии коммуникации. Мандалор посоветовал вам покинуть торговый квартал до того, как генерал Ваклу пошлет солдат против вас. Возвращайтесь к шаттлу, чтобы покинуть Изис. You know what to do. Let's do it! Get him! А, то есть так вот, да? Решили напасть? The diagnostic is doing something strange. Target acquired. What the hell does that mean? Сейчас по нам начнут стрелять орудия. Там сзади пушек нет. Ну, чё тупим? Ну ладно.
То есть то, что она так неудобно стоит. Не, можем. Понятно. Просто заглючил бедного. Все, никто из военных не хочет извиниться, что по мне пушки стреляют. У них это естественно. Да не, Вестник, мне кажется, что даже круче Палпатина. Я тут людей просто пачками кладу этими молниями. If you want to pass here, I'll need to see your starport visa. Мужик, тебя не смущает вообще, что пушки ваши по мне стреляли? Не, нормально. Ну ладно. Everything seems in order. You're cleared to go. Your visa's been scanned. You're cleared to leave. I'd leave right away. Things are going crazy in this quarter. The shuttle is just ahead. I think we should get out of here fast. It's going to be some time before they forget about us here. No more trips to ISIS for us until the situation changes. A lot. К лучшему. Нет, к лучшему она здесь не будет. Я добрался до шаттла, готов покинуть Изис, ты еще очень долго не сможешь сюда вернуться. Угу, очень долго. Годами не смогу сюда вернуться. You again? You don't need to see me if you want to leave the city. Once you get to the starport, you're done with the bureaucracy. Можете отвезти шаттл обратно на Дексон. Да, возвращаемся. Большое спасибо волшебному Андерону. We're back. The shuttle is going to stay docked here until further notice. I'm not ready to part company yet. It sounds like you have a lot of traveling to do. So do I. I'm going with you. The Sith have taken a particular interest in you, and you could use an extra blaster. I've been meaning to leave Duxon to look for other Mandalorian clans anyway. The Sith aren't known for sharing power. If the Jedi Order is destroyed for good, it's inevitable that the Sith will dominate the Republic, and then my people will be eradicated or enslaved. Helping your cause is a matter of necessity. Mandalorians helped Exar Kun during his war. We know firsthand how we'd fare in the service of their like. But that's enough for now. We'll have time to talk later. The Ebonhawk is patched up and ready to go. When you're ready to depart, we can ask the guide here to take us back to the ship. Так, ну, в принципе, нам вообще больше ни Андерон, ни его луна не интересны. Валим дальше. Сейчас сначала слетаем там, где мандалорианцы стоят, вместе с Мандалором, чтобы он их к себе забрал. На Наршада и на Дантуине, а потом на Карибан. Стал красный. Так, а что там за... как он там называется? Броня советника Джайшел. Бонус защиты 3, ловкость плюс 4, навык плюс 1, харизма плюс 2, мудрость плюс 1. Так, а у нашей этой мантии ловкость плюс 1, телосложение 1, физическая сила 1. Ну, как бы это лучше. Все-таки харизму и мудрость добавляют. Не накладывают ограничения на использование силы. Советники Джайшел обладают глубоким пониманием силы и уважаемы всеми за свою мудрость. Джайшел концентрируется на интеллектуальном изучении силы, пытаясь понять ее скорее на ментальном уровне, чем на духовном. Джайшел обычно исключительно дипломаты, но не менее успешны в физическом развитии. То есть получается у нас бонус ловкости плюс, ну, для физической силы телосложение чуть меньше, но зато убеждение, харизма, это как бы то, что нам надо. Тоже неплохо. Сколько тут после ситхов пооставалось-то? Так, я не помню, это нас может проводить, да.
Так, ну что, кто тут с кем будет разговаривать? So you fought against the Mandalorians in the war. I was part of the war effort, yes. I worked as a technician, though. But you fought on the front lines. To a Mandalorian, there is honor in that. I could do without your Mandalorian honor. I saw the results of your honor. The absolute destruction your warriors brought. And look at them now. Mandalorians are little better than mercenary thugs. And what's honor to someone like that? All they care about are credits. If I were you, I'd pick your words more carefully. You fought for no cause other than to spread suffering and pain to the people you conquered. Maybe that's what it looked like to you, but that isn't why we fought. We fought for honor and glory in the heat of battle. You did nothing but murder innocents. The Republic took us too lightly. We wanted to face the full force of their army. We had to goad them to fight. That's exactly what I'm talking about. If you ask me, you Mandalorians just got what you deserved at Malachor. Defeat is part of a warrior's life. We will recover, stronger than before. Doesn't it even bother you that your people were almost destroyed? Or do lives have no meaning to you? People die in war. Well, I'm glad to have you guarding my back. Fine by me. Так, ну что, пройдемся по команде. Висос. Это то же самое. Ничего здесь он нам не скажет. Так, я хотел поменять цвет на своем желтом мече, если, конечно, оно что-то есть. А это бронзовый кристалл. Он больше напоминает красный. Даже не желтый же, такой переходит в красный. Так, желтый, зеленый, фиолетовый, красный. Даже серебряный есть. А что, симпотненько так. Что еще можно добавить? Атака +3. Против дроидов. Там у нас стоит дроидов как таковых, в принципе, не будет. По большому-то счету. К основному что-то можно добавить? Линз нет. Хорошо, тогда серебряному. Совершенствование метра отклонения. Отражение бластерных зарядов +2. Хорошая вещь. Усовершенствованный модуль критической разрядки. Критический 1.6. Ну, прекрасно, пусть будет. Так, и кристаллов у нас вообще больше никаких нет. Че, серебряный смотрится очень даже так неплохо. Эксклюзивненько. Yes, General. Statement. HK-47 is ready to serve, Master. Observation. Ты постоянно теперь будешь нам напоминать, что ты спросил, ни у кого ли надо убить? Одно и то же. Это все нам уже говорил. Statement. По факту, если нет влияния, здесь спрашивать бесполезно, разве что вот это задать. Indeed, I was unaware that the navicomputer was locked. Statement. Yes, I heard it was voice printed. Most curious. Statement. I suppose so, Master, but I would need to know who voice locked it, and regrettably, I do not have that knowledge. It seems to me that we will have to accept the T3's astrogation abilities for the time being. It is a very loyal and dependable droid for its class. Кстати, эту броню, которую мы носим, ее можно модифицировать или нет? Кстати, да. Энергетическая защита против энергии. Ну да, учитывая, что будем с ситхами драться, пригодится. Биоукрепляющий строй, модифицирует так, регенерация 1. Плюс против колющее, режущее, против энергии.
Вот, наверное, против колющей режущей больше был. Ловкость -1. А чего так? Всегда было интересно, как они понимают то, что дроиды говорят? Они только что из никакой там, не знаю, звук и морзе отпикивают. Ну, отремонтировать мы его не сможем, у нас уровень... слабый уровень ремонта. Ремонт у меня не прокачан. Ну, служанка ничего не скажет. Это все мы ее уже спрашивали. Что ты мне принес? Новых это так, с Мандалором мы еще пообщаемся. Так, пробовать на миру воздействовать. Вдруг получится. Так, это все она тоже говорила. Well, Nar Shaddaa may be one of the biggest cesspits. It's got a... Yeah, well... Maybe one day? I'll let you. Alright, but... I doubt you're gonna show me anything I don't already know. And when you show me, don't act like a tourist. It attracts predators. Теперь можно Нар Shaddaa ее вывести, и она станет джедаем. Хорошо. Это хорошо. Ну, давай с тобой позвездим теперь. The Republic is a stagnant beast that had been killing its people for years before the wars began. Were it not for Revan's strength, the Republic would already be dead. Сейчас, друзья, секунду. Only Revan was worthy of our respect. We swept through the Outer Rim without any opposition until Revan assumed command of the Republic forces. Only then did the battle turn. But as you know, only a handful of Jedi fought, while the others cowered in their halls, afraid to meet us head-on. I'm sure there were good reasons. I'm not accusing you of being a coward. You commanded the Republic fleet that destroyed ours. You were a worthy opponent. Now was there something else you needed?
там больше у него... Все говорил. I'm sure there were. I'm not accusing you. Now was there... You fought with Revan and Malak during the Mandalorian Wars. Why? Never faced Jedi before, and didn't know the threat they represented. You've always been in the Jedi Order. Things that are common knowledge to you are rumors and stories to the rest of the galaxy. We only knew what we had seen in holovids and from our experience with Exar Kun, and by that time, he was completely a Sith. We thought we would triumph easily over such noble and compassionate leaders. Those are weaknesses we easily exploited in the past. What did you think of us? Is that so? Ever consider what would have happened if we'd won? The Sith would have been nothing more than a border skirmish against the might of my clans. We would have brought a new age of strength and expansion to the Republic, with a wealth of the core worlds providing arms and warships to fuel our growth. Instead, the Republic won. Look around you. Look at what your precious victory has brought you. I ask you this, is the galaxy better off for the Republic's victory? Дэрис, ты в курсе, что история не любит сослагательного наклонения? Что если бы, что если бы? Just think about it. Now, was there something else you needed? The Republic thinks my people are dead, scattered. They are wrong. You should have destroyed us when you had the chance. As long as one Mandalorian lives, we will survive. Our honor, fortunes, and lives revolve around battle. From our earliest history, this has been our way, as it will be always. There are, but those are luxuries. Luxuries that were paid for by the blood of our warriors, alive and dead. The Mandalorian clans will be united. Then we will take back our place in the galaxy. But we live in times of action, and I've said enough for now. We can speak of this again later. Now, was there something else you needed? I am Mandalore, leader of the Mandalorians. I will help you fight your battles and plan your strategy. But I will not be your errand boy. Find some other lackey to do your bidding. Now, was there something else you needed? Так, что нам сейчас еще Крея скажет? Yes. That crystal is bonded to you. Most interesting. Your crystal does not perfectly... Опять надо ей принести кристалл. Yes. Very well. There are places in the galaxy, strong in the Force, light, dark. They are born in places teeming with life, and in places that are filled with death. Worlds whose surfaces are graveyards, whose screams echo through the Force. It is possible for war, for men to give birth to such places, to leave wounds on the galaxy itself. What you heard was the echo of the past, and it travels still. The answer will come to you in time. It must. When there is nothing more that you may learn from me. When the ruins of your past have been cleared away and I am no more.
then you shall know what it is. And if you do not, then the galaxy shall die, and all my hopes for you will have been for nothing. То есть, типа, все? Это мы закончили? Yes. Или как? Понятно. Много она нам сказала. Yes. Let me focus on the crystal for a moment. There, now it is fully in tune with you again. Is there something else you wished? Так, и что нам сейчас тогда добавит кристалл? Ловкость, сила, мудрость, светлая сторона. Да, неплохо. Так, ну вот он ничего не скажет, скорее всего. Он как бы... То, что мы должны было от него добиться, мы от него добились, джедаем сделали. Так, где там Нарша? Да, полетели сначала туда. Пойдем соберем этих мандалорианцев и сделаем меру джедаем. Потом слетаем на Дантуин. Если здесь не вырезан этот момент, что он может собрать своих мандалорцев. Это как-то, по-моему, не тот показывают ролик. Мы уже прилетали, мы в курсе. Понятно, ошиблись роликом. Нужно были показать, как мы улетаем на черном ястребе отсюда. С Андероном. Has there been any word of her? None yet. I do not understand why she displays such. Главное, что показывается черный ястреб у них в этом, в ангаре. She bears the face of her mother. She shames us all. She has always brought shame upon us. In terms of combat, she is the least among us. Her stance always had too much passion about it. Perhaps it is better that our sister chose exile rather than having it forced upon her. И зачем был нужен этот диалог? Yeah, something wrong? Go ahead. It's all this I'd rather we... Опять надо говорить, или все-таки просто ее надо взять? Yeah. Well, it's got a life. Yeah. Maybe one day, I'll let you. Alright, but I doubt you're gonna show me anything I don't already know. And when you show me, don't act. Тут просто надо ее вывести, а то мало, может, как бы сработал бы триггер.
Да, пошли. Берем тогда ее и возьмем Мандалора. Так, друзья, сейчас 10 минут. Я дойду по важному делу и продолжим.
Так, друзья, я тут, извините, просто. Еще опять позвонили. Ой. Я тут. Музыка пропала. Это я просто свернул экран, посмотрел твой фон, то, что ты сказала. По поводу твоей картинки, то, что ты поставила. С фоном ты имеешь в виду чего? У тебя же как бы, если зайти как бы на твою страницу канала, там же просто белый фон и круглая картинка. Ну, картинка вообще ничего, прикольно выглядит. Но просто у тебя же там белый фон, поэтому... Как бы я не знаю, что ты имеешь в виду, как смотрится с фоном. А с Коваром никак дело, все же улетели с Андерона. Нас оттуда как бы выгнали. Еще вернемся. Может быть, просто еще не отобразился. Но, может быть, не сразу. То есть я пока захожу, там просто белый фон и ничего, там нету ничего. Но, по крайней мере, сейчас я вот то, что я зашел минуту назад. Yeah, something wrong? Go ahead. Feels better to be back here, not cooped up on that ship. Well, Nar Shaddaa may be one of the biggest. Так, это она опять то же самое говорит. Yeah, well, I wouldn't go. All right, prove it. You can show me now if you want. All right, but and when you show me, don't. Я помню, с какой стороны этой ямы Крея нам что-то сказала. Ну просто сейчас я смотрел, там просто был белый фон, без ничего. What's wrong? Why are you stopping? No, I don't believe in the Force. It's Jedi tricks, sleight of hand. Feel the currents here on Nar Shaddaa, the ebb of life. A simple kindness can be given to another. Да, я решил сюда Мандалора с тобой взять, пусть он этим, которые в квартире сидят, мандалорцы, он же по идее их должен призвать. This is the Force, and all our choices, from the greatest to the smallest, affect each other, and the echoes travel. I can feel this planet. I can't shut it out. It's louder now, it hurts. All these people. Блин, забыл про батарейки. Ой, сейчас. That's what I want. I'm sure of it more than anything. I want to become like you. I want to be strong. I don't want to be afraid or alone anymore. I don't want to keep running and looking and never feel like I'm finding what I'm looking for. I am tired of being hunted. When the galaxy takes something from me, I want the power to let go. And I want the power to heal the echo when it's gone. Но главное, чтобы сработало, то мало ли я уже не знаю, сработает, не сработает. Никогда, честно говоря, не пробовал просто до этого. Когда играл вот в первые разы, никогда его не водил с собой сюда. У меня мышка уже почти сдохла, так, выберу первый пункт. That sounds all right from where I'm standing. Так, Мира сделала первые шаги на пути джедая часового, ее сила будет расти, во время странствий с вами она будет учиться у вас. Получены очки светлой стороны. Так, друзья, сейчас, 1 минуту, я забыл поменять батарейки, сейчас приду.
Одну минутку. Так, друзья, тут едем дальше. Джедай-хранитель. Да не знаю, честно говоря, с этим переводом часовой хранитель. Что они здесь в данном случае имеют в виду? Так, лечение, ремонт. Компьютеры, взрывчатка, внимательность, способности, владение световой меч. Защита джедая, мудиксель страх, джедайское чутье. Так, прокачаем сразу световой меч. Это, так, пункты силы 2, как всегда, в самом начале. Лечение пусть будет. Все, только один уровень. Конечно, да, 20 уровень. Разведчик, джедай-хранитель, первый уровень, это 5. Да. Так, с тобой говорить еще рано, мы Андерон не освободили. Точнее, не утихомирили, не уладили. Ну, часовой, по идее, это то, что Бастила, у которой класс был. По-моему, это ее. Если мне не изменяет память. То есть это усредненный класс. То есть немного... Как тебе сказать... Немного фехтовальщик, немного способности силы. Another Mandalorian. You're welcome to join us. Our clan has traveled here in search of work, and if we find a working arrangement, then I'm sure... Пойдем работать, тебя включить. I'm not here for any mercenary work. I'm here to return your clan to Duxon, where I am restoring our people to their former glory. Mandalore? But after Revan defeated Mandalore, no new one was chosen. I intend to rectify that error. I have no doubt that you believe that you are Mandalore. But look at the situation we are in now. Anyone could buy a helmet from a swoop track and make such a claim. And the last time Mandalore traveled in the company of non-Mandalorians, we were pledged to Exar Kun. A Jedi? Perhaps you are deserving of the title of Mandalore. I heard rumors from Isis about Mandalorian sightings on Duxon. So perhaps there is truth to what you say. Very well, Mandalore. My clan will follow you and make for Duxon, so that another clan might be added to the strength of your army. Excuse us. We must gather the rest of our clan and deliver them the news. Главное, что никакого лога в квесте не появляется от этого.
Так, кстати, что у нас по световым мечам? У нас вообще, по-моему, только один есть. Так, это наш... Обычный одноручный. Ясно. Ну их вообще, если мне не изменяет память, их только двое. На Дантуине, то, что там возле костра стоят, и здесь. По-моему, больше нету мандалорцев нигде, ни на одной планете. Но зато получилось. И с Мирой получилось, это хорошо. Нет, третьего, по-моему, больше нигде нет. У нас, по большому счету, что? Это Телос. На Телосе я не помню мандалорцев вообще нигде. Честно говоря. Их, по-моему, там нигде нету. Потом Дантуин они там есть. Потом вот на Наршада мы были, они есть. На Карибане вообще живых существ по факту нету. И вот Андерон, где их основная база. Но на Телосе, по-моему, никого нет. Да, конечно, может быть, я путаю. Так, давайте вас немного всех переоборудуем. Так, что я хотел, что я хотел. Так, Мандалор, выходи, возьмем Атона. Так, Атону лечение. Такой широкий профиль, очков не хватает на вас всех. Так, стазис. Что тебе качнуть? По-хорошему надо и физическую силу, чтобы хорошо дрался на мечах, да и мудрость, харизмы, все надо. Но все очков не хватает. Иммунитет к силе оглушения, невооруженный специалист. Продвинутая защита джедая. Защита, так вот, неисправимчивость к силе. А тебе вот кому-нибудь зеленый сюда вставить кристалл, чтобы ты красивее выглядел. И из темной мантии что тебе одеть? Бонус защиты. Регенерация пунктов силы. Иммунитет против энергии, бонус защиты. Аж просто мантия джедая. А это у нас вообще кто? Джедай-хранитель. Та-та! Остачков мало, чтобы именно его воинам. В принципе, вот он дрался с этими твиликчиками. Разделал вроде их под орех сам. Так, все, световых мечей у нас больше нет. Мира... Разве что одеть тебя во что-то другое. Меч мы потом тебе найдем. По факту нужен еще меч для нее и для служанки. Yes. Улучшенный силовой прыжок, невооруженный специалист. Тоже пусть у вас будет сопротивление силе, потому что потом вас бросим на самостоятельное задание. Мудрость. Так, это есть, это у нее есть. Тун-тун-тун-тун. Так, мастерская выносливость. Сопротивляемость, иммунитет, точнее, к силе. Все, с ней все. Кстати, у ее мантии там какая способности? Защита, харизма, регенерация. Ну, неплохо.
Я как бы Атона потом отправлю, когда мы на Андерон вернемся, когда они там на Луне должны будут. Я их, в принципе, почти втроем отправлю. Но сейчас после Карибана мы вроде на Карибане понаходим мечи. Я вообще хочу как бы дать этой служанке двухсторонний меч. Она как-то любит двухстороннее оружие. Так, Атон, что тебе сюда бы к нему вставить? Против дроидов, хотя с дроидами ты воевать не будешь. Фиолетовый, кого тебе вставить? А или тебе зеленый? Будешь зеленым бегать. Так, сейчас на Дантуин заберем тех троих возле костра. Кстати, а что? Я так понимаю, нам она больше особо ничего не скажет. I wanted to say thanks for what you showed me on Nar Shaddaa. It's gonna take some time to let it sink in, but thanks. I feel alive. Мира вообще, как бы, понимаешь, что вот минус Миры? Она не боец не ближнего боя. У нее сила вообще 10. Она в этом плане слаба. Она чисто боец дальнего боя. Даже не знаю, какой ей давать меч. Одинарный или еще как-то. It's strange, but it feels right somehow, like a piece inside me just clicked into place. Go ahead and ask. It's all this traveling, being trapped in this. Это все же она у нас. I'd rather be doing something, somewhere with. Абсолютно тот же самое. Yeah, it's been a while since I've been off planet. Well, Nar Shaddaa may be one of the big. It's got a life. Go ahead and ask. Так, ну, вроде она нам уже больше ничего не скажет, это мы спрашивали. Ну, хотя бы сделал. То, что она нечем вооружить, это одно. А то, что хотя бы она, допустим, уже может сама себя лечить или в стазис на врагов накидывать, это уже как минимум плюс. I've killed people before. Абсолютно на все говорила. I don't know. I don't like it. And I don't know. Go ahead. Yeah, more or less. Yeah, something. По идее, все остальное просто опять по кругу вопросы. I didn't kill him. What? Are you sure? Опять она тут рассказывает, и потом там было, что у нас не сработало влияние. Well, no. I don't know. А, то есть вот так вот? Ну ладно. Ну, как говорится, ну и ладно. Ладно, полетели на Дантуин. Дантуин. Так, Мандалор, понятно. Идем Крэб. Выгуляем ее. What is it? Ну, пусть будет массовый страх.
Фиг с ним, раз она уже имеет эту способность. Пурум-пум-пум. Безумие. Пробежимся. Блин, теперь у меня сомнения по поводу мандалорцев. Есть ли еще третьи на Телосе или нет? Взяло меня тут это... Сомнение у меня во мне поселило. Теперь сомневаюсь. Это ты про какую имеешь в виду? Про что именно? Промежуток между 4 и 5. Look who's walked into our camp, boys. Mandalore himself has come to visit us. I am the new Mandalore. I have reclaimed Mandalore's helmet, lost after our defeat at Revan's hands. Assemble the rest of your clan. You will return to Duxon. We must come together as we were before and prepare to fight a new war. A war that will return us to glory. And if I take that helmet from you, guess that makes me the new Mandalore. I've always wanted to be called that. I know all about your exploits, Mandalore. We have fallen far in the past years, but even still, I will not stand idly while a usurper claims to be my leader. It is unfortunate that you feel that way. Perhaps I'll be able to change your mind. We'll see about that. Серьезно? Это которая Outlaws ты имеешь в виду? Называется эту? Undertakers. No, Mandalore. We will follow you. Good. I have no desire to spill any more Mandalorian blood. Gather your clan and return to Duxon. You have seen the last of your mercenary days. Yes, Mandalore. Честно говоря, не знаю, что тебе сказать по поводу этой игры. Я вообще не понял ее концепцию. Знаешь, как из разряда зачем, про что, почему. Не знаю даже, что сказать. Конечно, попробую, но сказать, что прямо жду, нет. Я как-то больше этого Jedi Survivor ждал. Как-то больше хотелось с нее поиграть. Так, ну все, можно чехвостить на Карибан. Не совсем, там можно, в принципе, вырулить, чтобы не получить. Правда, надо очень постараться. Так, вот это, по-моему, Карибан, да?
Климат сухой, место вулканическая, стыковка поселения Дрэшет. Нету там уже больше поселения. Там вообще садимся между этих могил. Вечные эти склоненные фигуры. Непонятно только перед кем и перед чем они склоняются. We've hit the ground. This is Korriban. Why would one of the Jedi you're looking for come here? It seems quiet. Just the wind. But deep beneath the surface, you can feel the pain of what took place here. There's great power in this place, for those who can hear its call. There is much that would draw a Jedi to this place. The resting grounds of the ancient and more recently departed Sith contain many teachings believed lost. The most likely place to find our lost Jedi is the ruins of the old academy. Не, ну почему нет? Она есть, только пустая, вся в руинах. Но по факту есть. It was said that Revan intended to return to Korriban to subdue any potential Sith insurgents, but Revan disappeared. It took a year or two for the Republic to send a force here to deal with any Sith that may have remained. They found Korriban much as we have, barren and lifeless. It was assumed that the remnants of the Sith turned on each other, vying for what little power remained. The Republic found evidence that several Sith lords escaped Korriban, fleeing to remote sections of the galaxy. Не, ну понятно, что не учат, но все равно же она же есть. Как бы остатки, где можно походить, посмотреть и что-то найти, есть куда. As lifeless as it seems, the dark side is very strong here. The Sith Lords would not ignore such a powerful place. There is much that... Я так понимаю, это твоя любимая планета в первой части, да? Сразу сюда, небось, летела. If you walk Korriban's surface, you shall walk it without me. I cannot. This place is strong with the dark side. It is difficult to center myself here. Korriban holds few secrets. Ну, Бастила не хотела с нами выходить, теперь Крея не хочет. Я угадал, я понял. А еще и с 47-м сюда выходить, понятно. И чисто здесь получала это моральное удовольствие от происходящего, да? Ой. Perhaps not. But I would caution you to guard your feelings carefully here. Korriban attacks the spirit and the body, and there have been few who can fight its power. I will remain here and meditate. Our link remains. I shall contact you and provide guidance when needed. The academy is on the other side of this valley. Be careful. Dark energy fills these ruins, and even the fallen Sith lives. Павшие ситхи еще живы, да, мы помним по первой части. Так, следы к праху. Ты ищешь следы потерявшихся джедаев в руинах Коррибана. Крея предложила тебе поискать в Ситской академии. Yeah, what do you want? Так, и... Да-да, действительно, куда же без него. Так, возьмем, наверное, Атона. Немного пусть поучаствует Рошан с мечом. Возьмем Висос. Ну и пусть пока отдыхают.
The structures you see around you are the plundered tombs of the ancient Sith Lords. Давайте угадаем, кто их разграбил. Each tomb was once infused with the history and heritage of the old Sith Empire, containing great mysteries and powerful relics of the Force. However, even the many traps could not long hold back the curious, the fools, and the weak, and so these tombs fell, spilling their secrets into the hands of those unable to comprehend or preserve them. My life is yours. Уже величественный. Так, защита от силы. Сколько я помню, он Крес скажет, типа, не трогай трупы. The broken corpses before you are all that remain of the Sith on Korriban. I doubt there is much to be gained from looting these bodies. It would be best to leave them be. Значит, появятся большие злые крокодилы. This was the tomb of Tulak Hord, known as the greatest lightsaber duelist of the Sith Lords. His skill was considered remarkable even in his time, when many true lightsaber masters lived. If you were to face an ancient Sith Lord in combat, you would learn that we are as children playing with toys compared to the prowess of the old masters. That is unknown, but supposedly he created a holocron to teach his technique to other Sith. The holocron would have been laid to rest in his tomb. Unfortunately, Tulak Hord's tomb was among the first penetrated by the grave robbers of the new Sith Order. If the holocron has survived, I doubt anyone living до нас еще забрали этот голокрон. Я что-то не помню этого голокрона в его могиле. А думаешь, стоит убивать этих крокодилов? Ajunta Pol, по-моему. Leads to the tomb of Ajunta Pol, a fierce Sith Lord. According to legend, the blade proved more fearsome than the master, leading to his demise. Опыт. Это как в том анекдоте про какую-то игру. Даже, может, про это я не помню. Опыт, крикнула команда. Еда, крикнул опыт, да? Ajunta's dark spectre lived on through the centuries until Revan entered the Sith Lord's tomb in search of the blade. Revan calmed the angry ghost of Ajunta Pol and showed him the path back to the light. Да, помню. One who has fallen so far and done so much evil does not deserve redemption. In a way, such a turning from one's nature is cowardly, a betrayal of the self. Да, кстати, по-моему, даже вот к этому моменту, это когда на сайте ЛКИ, по-моему, это описывался этот момент. Именно вот когда вот усаживаемся здесь, да, по-моему, это вот про этот момент описан даже, если я не путаю. Про этих крокодилов. Perhaps, but redemption is a form of spiritual collapse, a fall few recover from. Не дай себе засохнуть, да, это вот из этого, не дай себе съесть опыту. Some have suggested that the blade led to Revan's demise, as it did Ajunta Pol. That is only speculation, however. Where Revan wanders now is knowledge that only Revan holds. Получено влияние Крея. А вот тут мы получили влияние, несмотря на то, что она осуждает это, полученные очки светлой стороны.
это, там, где дроид прятался, не помню, как эту могилу. Чья это? А, это Марк Рагнус сразу, да? А, ну да. Силой и физической мощью. Да-да. Ragnos held power for over a century, using his cunning to turn his enemies against each other. His death left a great vacuum of power. We're standing close to the spot where Naga Sadao first confronted Ludo Kresh to vie for domination of the Sith. Their struggle nearly resulted in a civil war that would have torn the Sith apart before they ever threatened the Republic. Yes, it is the way of the Sith. They must continually test their strength against each other, even if it means destroying themselves. As fate would have it, a pair of hyperspace explorers from Sinagar landed on Korriban. Naga Sadao manipulated the Sith into believing they were a sign of impending Republic invasion. This fear resonated with many Sith who were discontent with the lack of expansion of the Sith Empire during the reign of Marka Ragnos. Thus, Naga Sadao became Ragnos' successor. Ну да. По факту, по-моему, вообще один из первых Рагнос. Так, это у нас Нага Sadao, да? Насколько я помню. Ahead lies the tomb of Naga Sadao, successor to Marka Ragnos, and the Sith Lord responsible for nearly conquering the Republic in the Great Hyperspace War a millennia ago. More recently, this tomb was where Revan confronted Uthar Vin, the leader of the Sith Academy. When Revan left Korriban, the Sith Academy was thrown into turmoil. With their leader gone, many fought for the right to rule. And so, the Sith here turned on each other, resulting in the carnage you can see covering the surface of this valley. Не, они, по-моему, будут в самой этой... В самой Академии, когда мы попадем через пещеру. The new Sith Order sought to progress quickly by finding objects of power. I can only imagine what was lost forever due to the carelessness of these excavators. Now the excavation has been almost completely undone by 5 years of wind and sand. So does Korriban protect its secrets. What's that stench? Listen. The wind from the cave tells of great power within, recently awakened. Yes, a great, powerful stench. There is great power and dark energy within this cave. I would advise you to finish your explorations within the Academy before venturing into the cave. Может, по-моему, в Академию через пещеру попадем, или я путаю. Скрытая сила. Крей рассказал тебе, что из пещеры на Коррибане исходит великая сила. Она посоветовала тебе исследовать Академию перед тем, как ты отправишься в пещеру. Нарисовался.
Смертельная туката. Все, с баранчиками разобрались. Looks like somebody left the doors of the academy wide open. I have a bad feeling about this. This door was left open on purpose. Someone is expecting us. You can expect more than these beasts within the academy. Be prepared. Я, честно говоря, думал, что мы в академию через пещеру попадаем. Забыл. Здравствуй, Зион. Я не помню, мы будем с ним сражаться? По-моему, нет. Следы чужого присутствия. Her apprentice is here. Find him. Как тебе мало для счастья надо, да? Всего лишь наличие Зиона. I shall make this one. You are no more. Заперта ловушка. Когда ушли в Академию Ситхов, дверь за вами закрылась. Ничего здесь не осталось. Один только рюкзачки только осталось, и все. Ни ящиков, ничего. Навались, мужики. Главное, что сидел он здесь. Теперь его здесь нет. Ну, то, что мало появляется, это да. Это факт, конечно. Могли бы ему и больше удостоить его внимания. Библиотека. Заперто. А, это эти спальни. Давайте выходим из тени. Висос тоже решила молниями их угостить. Чтобы еще такой висос прокачать. Убеждение, внимательность, первой помощи это не надо. Взрывчатка, скрытности это тоже не надо. Закалка. Способность за бонус +2 ко всем спас-броскам. Отличной физической подготовки персонажа. И можно вот этот дополнительный пункт здоровья. Просто с молниями любишь кидаться. На тебе молнию 3-й уровень. Так, мастерская защита джедая. Иммунитет к силе.
А давайте уже находить световые мечи. Мне мечей на команду не хватает. Ну тебе он особенно нравится. Это что за... Может тебе особенно нравится? Понятно, что ты хочешь о нем больше узнать. Так, короче, вылечимся. Poison. Вышли из сумрака. Что-то она заперта. А, тренировочная комната. Ну да, туда попасть можно будет только через консоль. Это, скорее всего, был проход к этому, к поселению Дрэша. Видать, заваленный. Ребят, вы задолбали вечно, появляться из ниоткуда. Главное, что они двери за собой закрыли. Да нет, я же даже и не спорю, что он интересный персонаж. Тем более, как бы, историю каждого персонажа хотелось бы знать. А не так, как они это подали. Говорится, из ниоткуда вышел и в никуда ушел. И ничего в итоге не понятно. Эти дукаты становятся очень назойливым препятствием в наших поисках ситских голокронов. Мы было попытались воспользоваться нашими генераторами невидимости, чтобы проскользнуть мимо них, но тут один идиот столкнулся с одним из существ и был тут же сожран. Теперь проклятые животные вообще сошли с ума от вкуса свежей крови. Я еще только невидимость не включал с этими дукатами. Делать мне больше нечего. Нерабочие панели. Это часом, кстати, не наша комната была, где мы жили, когда нас сюда определили в академию. Панель управления. Введите идентификатор студента. Обойти логин вручную, создать ID. ID распознано создание нового пользователя. Нового ученика. Запомните ID. Потеря ID может закончиться наказанием. Настройка. Приветствуем, студент. Сообщение, поскольку учителей нет, мы включили автоматическую систему обучения. Ну-ну, оригинально. Это ты сейчас о чем имеешь в виду? Оптический камуфляж или сила? Ты о чем? Так, доступ к учебному материалу. Библиотека. Доступ в комнату обучения. Ошибка. Студенты первого уровня должны пройти тест перед тем, как будет позволено войти в комнату обучения. Хорошо, сходим сначала.
библиотеку. Вы получили доступ к автоматизированной системе обучения Академии. Пройдите тест, чтобы получить доступ в комнату обучения. Также в библиотеке может оказаться полезная информация. Невидимость — это, наверное, не эти генераторы невидимости, скорее всего. Просто очень высококлассные, которые мы не видим. Вряд ли через силу. Ну да, он родимый, он... Сопротивление у нее против молнии. Скажите, пожалуйста. Это Виса такая подошла, включила меч, справится, выключила. Инфопанель «Новый ученик». Да мы и так обошли. Информация для новых учеников в связи с отсутствием мастеров Ситхов. Процесс обучения автоматизирован. Это как? Чтобы начать обучение, найдите ближайший учебный терминал, введите новый рекрут для создания нового пользовательского ID. Если появятся проблемы, разбирайтесь сами. Дуракам здесь не место. Обалденно тут у вас обучение стало. Да, крокодилов, по-моему, там вообще нужно только вручную бить. Их там силы не одолеть. Жеванный труп. Тепловой детонатор, инфопанель Твилик, кладоискатель. Это рабочая запись твиликского охотника за сокровищами. Интересна последняя запись. Айджай думает, что я напрасно трачу время, но я сделаю эту чертову дверь прошлым, даже если придется разнести ее зарядом Тори. Нас поставили сюда за голокроном, и я отказываюсь быть тем единственным, кто вернется с пустыми руками. A dark Jedi left her impression here. This door has been sealed intentionally. Time to even the odds. Да, заряда Тори у нас нет. Заряд Тори я потратил в джунглях этого Диксана, который нам дал этот сулустанец с Дантуином. А где второй заряд найти, не знаю. Мешок не надо. Единственный, кто не вернется, это Таком. Здесь они доработали, этого в оригинальной не было. Такого помещения. Опять.
думать о нем. Но вот он правду сказал, он и не вернулся. Компьютерная часть. Странная какая-то библиотека. Ториумные заряды. Подрядчики обязательно к прочтению используйте заряды как последнее средство в случае заблокированных дверей. Это здание очень старое и шаткое. Если оно обрушится, могут пострадать артефакты, нужные нам. Вы скажите, что и заряды Тория будут. Ну, такие есть. А сейчас взорвем. Хотя я не помню. По-моему, там в комнате этого Вина ничего ценного не будет. Там будет голокрон, типа... Там, где он про Ривана должен рассказывать, но он типа будет взрывом поврежден. Ошибка, буфер переполнен. Так, подключение ко второму буферу. Хорошо, если ремонт. Что-то мы не можем. Так, компьютеры у нас так 14.7.21. У нас даже еще самый мощный компьютер на эту способность. Или это как всегда, просто для красоты. Понятно. Ну и, как говорится, с вами. Тут же ситский кодекс, да? Здесь же не джедайский. Это сейчас типа то, что будет этот тест. Ну, я больше джедайский, честно говоря, помню. Ну, можешь подсказывать, когда сейчас будем нажимать. Он поврежден. Глокрон был разбит совсем недавно в результате зарядов Тори, использованных, чтобы взорвать дверь в эту комнату. Какое бы сообщение содержал Голокрон, теперь оно потеряно. Ну да, ну да. То есть смысл этого Голокрона, если мы все равно его не можем прочитать. И по-другому дверь открыть не можем. Лучше бы меч какой-то бы был у этого. Помню, я же говорю. Бесполезно сюда заходить. Здесь, по-моему, если прочитать на этом Голокроне можно только в двух случаях. Если, по-моему, Риван был темным, или если он был, по-моему, девушкой, что-то такого плана. Вот тогда там на этом Голокроне можно, по-моему, даже записи Бастилы найти или что-то типа такого. Так, ну хорошо. Боже мой, новый ученик, господи. Так, это мы открыли. Тест первого уровня. Так, тест первого уровня включает 5 вопросов. В конце теста вы узнаете, насколько вопросов вы ответили правильно. Чтобы перейти ко второму уровню, вы должны правильно ответить на 4 вопроса. Рекомендую обновить свои знания библиотеки. Да, давай сейчас попробуем. Так, кто из лордов Ситхов не похоронен? Ну, это понятно. Конджунто Пол есть, Нага Седу есть, Марка Радос, Фрида Нат, насколько я помню. Седу есть, Аджунто Пол есть, Рагнас есть, Хорт есть. То есть Фридана Нада нет. Это я точно помню. Так, вопрос 2. Несколько лордов Ситхов участвовали в похоронном ритуале Марка Рагнаса. Ритуал требовал, чтобы все лорды стояли... Это классный вопрос. Стояли кругом на равном расстоянии. Луда Кресс возглавлял ритуал на 6-й позиции. Прямо напротив Симуса в 16-й позиции. Сколько лордов Ситхов принимало участие в ритуале? Это здесь из разряда математики получается. То есть получается, если 6 и 16. Раз, два, три, 4, 5. 6. 20 получается, если я правильно посчитал. То есть раз, два, три, 4,
5, 6. Этот 16, получается 17, 18, 19, 18, 19, 20. 16, 18, 20. Ну, 20 получается. Не, почему не 16? Почему? Если 6 напротив 16, их должно быть одинаковое количество. Вот если даже круг рисовать, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Напротив него 16, то чтобы круг замкнулся после 16, получается, что к минимуму должен быть 17, 18, 19, 20. И потом начинается сразу опять 1, 2 и пошли. По идее 20, не 16. 20. Или ты хочешь сказать, что я не прав, их 16? По-моему, 20. По-моему, все-таки 20. Потому что до 6 получается, то есть с 1 до 6 получается 2, 3, 4, 5. То есть 4 как минимум. Если этот 16, то плюс 4 это 20. 19 нет. Значит, получается 20. Какой из нижеперечисленных животных наименее подходит для питомца мастера Ситха? Ну, понятно, что диско. Это точно, здесь даже думать бесполезно. Какое утверждение не является парадоксом? Утверждение не является парадоксом. Думаешь, это утверждение неверно? Здесь как бы вообще смысла вопроса не понимаю. Парадокс я всегда... Ну ладно, хорошо. Давай тогда утверждение неверно, потому что, честно говоря, у меня вообще здесь нет вариантов, что здесь выбрать. Так, вопрос 5. Путь к разрыву оков. О, да. Конечно, надо помнить. Спросил, победа в конце нет. Победы точно в конце не было. Победы точно, по-моему, в конце не было. По крайней мере, я не помню такого, что я там достигаю победы. Мне почему-то кажется, что последний 4 правильный, по-моему. То есть самый первый все-таки? Страсть, сила, власть, победа разве? Ну, что-то казалось, что 4 последняя. Правильная, точнее. 4 в конце сила. То есть надо, получается, 1 выбирать. Угу. Страсть я получаю силу, через силу я получаю власть, да? С помощью власти я одерживаю победу. Типа мои оковы разорваны, что-то вот так вот, по-моему, было, да?
Я понял. А что-то мне казалось, что как раз вот первая неправильная, а последняя, а четвертая правильная. Я понял, значит первое. Хорошо. Результаты теста. 4 из 5 вопросов правильные, тест пройден. Угу. Ну да, последний этот с победой Мэку рвутся, сила освободит меня, да, это я помню. Вот могли бы хотя бы просто объяснить, в чем хотя бы ошиблись. 4 вопроса правильно ответили, 5 не ответили. Какой из них про кого? То есть 100% получается про кодекс правильно ответили про гиску. Вот мне остался под вопросом, что же с этим. То есть, правильно ответили, кто похоронен. И вот 2 вопроса осталось, кто из них? Про круг или про... А про утверждение, то есть ты уверена, да, что мы ответили правильно? Как же вы достали? Так, вы прошли тест первого уровня, получили доступ в комнату обучения. Да, спасибо большое за подсказку, потому что так бы я его не вспомнил бы сам. Я только джедайский кодекс помню. Ситхский как-то меня не интересовал. Комната откроется, когда мы здесь поделаем. Типа сейчас этих освободим, или если неправильно ответим, или что-то типа того, не помню. Ну давай. А мне что-то больше показалось, что самое сложное это был с этим, про парадоксы вопрос. Ну, мне лично так показалось. Так, доступ к сети, ошибка, команда на терминале отключена. Ну хорошо, начать последовательность обучения. Ошибка, уровень 2, нарушение порядка обучения, решение решено. Уровень 16 последовательности обучения запущен. Ну-ну. Так, лечение, убеждение, что нам еще? Взрывчатки мало. Компьютеры. Даже 2 очка дали. Куда мне эти 2 очка впилить? Барьер силы. Вот восстановить союзника. Мало ли, что иногда гибнут в ненужный момент. Обучение завершено, результаты. Обучение не пройдено, причина вышло время. Нарушение неприемлемые результаты для 16 уровня, дисциплинарное наказание. Дисциплинарное наказание. Вы покинули комнату обучения, получили доступ в комнату наказаний. Так, здесь ничего нигде не лежит.
Мне все-таки почему-то кажется, что все-таки 20 правильный, 20 правильный ответ, потому что если их должно быть одинаковое количество, просто по логике получается, что если одинаковое количество, то есть каждый напротив другого стоит. Если 6 стоит напротив 16, то после 16, получается, должны быть люди, чтобы дойти до самого первого, с которого начинается отсчет. Ну так, по логике. Все, нету нашего магистра. I felt this Jedi's death shortly after we arrived on Korriban. So this is who we came here to find? Looks like this has been a big, dangerous waste of time. Вы нашли останки магистра Вэш на Коррибане. Похоже, что ситхи держали ее здесь как приманку. Ты нашел тело джедая магистра Лоны Вэш. Она была членом Совета джедаев, которые твердо поддерживали твое изгнание из Ордена. Харик. Хорошее название оружия. Пояс невосприимчивости. Так, терминал комнаты задержания Академии Ситхов. График цель для дисциплинарной меры. Сам. Персонал центра задержания выполнил дисциплинарную меру. Дисциплинарная мера запланирована. Все? Инфопанель Лона Вэш. Это журнал мастера Лона Вэш. Я нашла ситхов, в поисках которых я прибыла на Коррибан. Я не глупа, но все же легко попалась в их ловушку. Их лидер Дарт Зион невероятно сильно обезображен темной стороной, хотя он был достаточно хитер, чтобы захватить меня. Но во всем остальном он морально неустойчивое животное, и поэтому его наверняка легко контролировать. Если буду оставаться начеку, то, несомненно, выберусь из этого положения. Прежде чем меня поймали, сумел создать системный аккаунт под свое имя в терминале в этой комнате. Это позволит мне отпереть дверь в долину. Получен короткий световой меч. Лучше бы дали длинный, а не короткий. Короткий световой меч. И, кстати, разница между коротким и длинным 2.16. Ну, плюс, конечно, еще Атону мы там накидали что-то. Ладно. Да-да-да, учитель и ученик, да. Вдвоем они хоронили Марка Рагнуса. Ну да, логично, логично. Не поспоришь с этой логикой. Ты права. Так, получен доступ к системе. Открыть фронтальную дверь. Фронтальную? Может, главную, а не фронтальную. О, нас ждут. Poisoned. А ты там еще успел отравиться. Did you come here for answers? There are none. The call of Korriban is strong, but it is the call of the dead. It is fitting you came here. I have studied you and found nothing but weakness. Yet still she clutches at you, as if you are all that gives her life. Не, ну просто я по логике рисую круг и просто вот выставляю их, и там же написано, что условие, что напротив каждого должен стоять... Как это... То есть их должно быть одинаковое количество, каждый друг напротив друга стоит. Ну, как бы вот у меня получился круг.
Как бы. I know her as an apprentice knows their master, and as a master knows an apprentice. I want her to die and see all that she has built cast down, all that she holds dear in shards at her feet. But you do not know her as I do. You have not survived her teachings as I have, and you have not bested her in battle as I have. You are nothing. Yet still she walks with you, is willing to sacrifice herself for you. I have studied you. I know the paths you walked in exile. I know your teacher. I know the fires that raged upon the Duxan moon while the Republic died around you. You know war. You know battle. And I know of Malachor. You saw the heart of war, what Malachor wrought, yet you turned away from it. You are a wretched thing, a thing of weakness and fear. You are her apprentice in name only. I am the master. And that is why you will die. Мы же все равно с тобой можем посмотреть в прохождение и не спорить по этому поводу. Можем просто из принципа узнать, сколько ж там было. Правильный ответ. Так, ну хорошо, Сиона, как ты относишься к молниям? Sire, he cannot be defeated. He is not a beast of flesh and blood. This is not a battle that can be won. Flee. Только же начали его побеждать, она такая, все, отвалите от него. Ну да, это было предсказуемо, что ты за него болеешь, поэтому не удивило. There will be another time, but it is not now, not here, while Korriban runs through him. She protects him, shields him. Find him, hunt him wherever he travels. He will not escape me again. I will bring his corpse to her, cast it at her feet. It will be as if killing her children. I will kill all she protects, all she shields, until her hands are drenched in blood. Да, раньше как-то с Зионом было тяжелее драться. Ну или потому что первый раз играл, не знал. Как это молнии его неплохо так даже и задержал. Так, вы нашли останки магистра Вэш на Коррибане. Похоже, ситхи держали здесь как приманку. Так, вы убежали от Дарта Зиона и сбежали ловушки Академии. Так, это мы уже читали. Ну все, в пещеру. Личное испытание персонажа. Пещера Шираков. Наполовину съеденный труп. Эта инфопанель, кажется, принадлежала дрессировщику ситхских Тукат. Как тут говорится, я выпустил пару моих лучших Тукат, чтобы остановить нашествие Ширака. Пока что все хорошо. Вызывает, правда, беспокойство пыл охотящихся животных. Применю-ка я специальное наказание к Тукатам, которые игнорируют своих хозяев, пока они не вернули к своей охотничьей природе.
как видишь, я его даже победил. Даже никто не погиб во время боя. Здесь так и хочется сказать этими банальными словами: ты недооцениваешь силу светлой стороны. Но если я выбрал бы специальность джедай-мастер оружия, понятное дело, что я бы тогда с ним махался. Поскольку все-таки у меня специальность джедай-мастер, пользуюсь своими этими привилегиями и козырными ходами. Почему нет? По-моему, здесь эти сбежавшие студенты сидели. Кстати, походу пещеру вообще один в один срисовали с первой, даже не заморачивались. Ну вот я вот такой универсальный светлый со своей видимостью ситуации. Я же говорил, что я с кодексом джедаев и их учениями не согласен прямо на 100%. Что нужно кое-что пересмотреть. Поэтому вот. Что там за повязка Матукай? Воля, мудрость, иммунитет к урону против темная сторона, лучше навесе стандартной повязки для медитации дает неисправимую защиту от яростной силы темной стороны. А у меня вот это, да? Вообще прекрасно. Беру. Дайте 2. Так, хорошо. Сейчас уже допройдем всю эту пещеру и пойдем туда. Побежали активно, побежали. Everyone down.
Так, еще есть третья дорожка в этих пещерах. Так, сейчас, наверное, дойдем до входа в этот, там, где будут испытания, и сделаем перерыв. Надо отдохнуть немножко. Я такой, черный юмор у тебя? Where that came from? Everyone down. Венец Сарыша, кстати. Но это не такой, по-моему, там было больше. Мудрость плюс 5, а это получается мудрость, воля, еще против темная сторона. Ладно, тогда Венец Сарыша не катит. То есть ты хочешь сказать, какой-то джедай не отразит молнию, да? От слова вообще. Так, все. Видать, все, тогда сейчас... Ну, почему ж самое сильное? А высасывание силы, ты думаешь, это не самое сильное? Ну, откуда вы здесь нарисовались? А вот скажите мне. Еще не все. Все, желающих больше нет. Все, здесь прохода, который раньше был, который мы находили в первой части, отсутствует. А вот эти крокодилы. Между прочим, молния так неплохо их и вырубила. Так, сейчас наберется сила, потому что вроде бы, если мне изменяет память, когда мы туда заходим, у нас сила не будет восстанавливаться.
Что лучше сейчас зарядиться. Но, тем не менее, мне кажется, что высасывание это наравне с молнией. Ну, по крайней мере, по способности ее применения. Понятно, что у молнии потенциал лучше, чем у высасывания. Но, тем не менее, не каждый обладает такой способностью тоже. The power I felt coming through the cave is just ahead. I believe you are strong enough to explore the tomb ahead. You will have to face the challenges of this tomb alone. Are you ready? Конечно, как пионер. Всегда готов. Так, друзья, сейчас тогда сделаем перерывчик. Да что-то я подустал, надо все-таки чай попить. Немножко дать глазам отдохнуть. Так что сейчас сделаем перерыв. Понятно. Придется сейчас сначала это пройти. Do not heed the words of the Jedi Council. The Republic will fall if we do not act now. Already the Mandalorians have taken 3 systems along the rim. They will only grow more powerful with time. Come stand with me. We will use our might to help the Republic in its time of need. Join Revan and I. Together we will battle this menace. А бояшка еще такой, пока ему челюсть не снесли. The Jedi Council is wise, but will take too long to deal with this threat. We must act now to stop the Mandalorians. I have heard of you. Your masters speak well of you, of your skills in battle. Join us. Тебе вот нравятся темные, да? Вот у тебя именно вот такая фенечка на темных. The dark side. This is survival. The Council seems content to watch, to debate, while entire systems fall to the Mandalorians. If we don't act now, there may be no Republic army to assist in the future. I sense you will join us. What are your reasons? Who we truly are is defined by our actions. To deny your actions is to deny yourself, your nature. You show weakness with your words. It was within our power to end the war, and the Council chose to debate behind closed doors while planets burned. Their vaunted wisdom bred only in action. And that would have led to destruction greater than anything born of the dark side. So, if you could do it all again, the real question is, would you? The Mandalorians await on the edge of space, eager to crush the Republic. You know how this turns out. Would you do it any different, knowing what it costs you? Knowing what it costs the rest? So do you see so far that you know that it would be for the best? Such arrogance. Да, Бастиан. Now you're all alone. Would you join me now? You didn't follow Revan and I down our path. Join us. Your journey hasn't ended yet. Are you so certain? Every step along the way, we did what we thought was right.
Perhaps the same path lays before you. But the time of words are done. Now it is time you experienced the full power of the dark side. Так, тебе пришло видение прошлого, когда Малок набирал тебя и других джедаев на Мандалорианские войны. Ты выбирал остаться или пойти с ними. Кстати, восстановление все-таки работает или нет? Не работает. Да, будем экономить силу. Так, хорошо, друзья, давайте все-таки минут 25 сделаем передышку. После этого продолжим. Так, сейчас, секунду, я одну вещь сделаю. Друзья, все, перерыв. Ой. Да, Пещерюсь каким-то его сделали таким. Попытались сделать его такая пародия на Вейдера, полупародия. Но вот как-то без нижней своей половины лица он потерял симпотность. Это да. Так, все, друзья, передышка. Перерывчик на 25 минут, потом продолжим. Ой. Увидимся после перерыва.
Так, друзья, тут перерыв окончен. Попили чай, передохнули. Давайте едем дальше. Так. Чтоб я еще помнил, куда здесь можно сходить и что сделать. Входная комната. Будем пока силу экономить. Все, это все, что здесь было. Отлетались. Здесь вообще ничего нет. Одна только эта ваза. И та не хрустальная. Порванная рука, держащая инфопанель. Хотя инфопанель неисправно не работает, однако последнее сообщение стало сгореть на экране. Остальные были уверены, что не могли бы прокрасться мимо мест размножения шраков. Мне было приказано закрыть двери и ждать их возвращения. Надеюсь, что они смогут найти выход из этой гробницы. Эти видения грозятся пробиться через все навыки, которые я получил на тренировках. Так, вы обнаружили инфопанель члена экспедиции джедаев по исследованию скрытой гробницы. Дальнейшее изучение гробницы может пролить свет на то, что произошло с членами экспедиции. Что же вас так много-то?
эти выводы, Кшираков, как-то долго его бьешь. Да, Виктория, спасибо. Я как раз уложился в 25 минут плюс-минус. Да, просто когда они целой толпой наваливаются, не получается нормально их бить. Поэтому здесь пришлось уже... Ну, смотри, ну блин, ну сколько же вас здесь? Получается, бьют одновременно. Хватит, что здоровье снимают. Сейчас уже, когда их хоть 2-3, уже можно как-то поиграться здесь. Но когда их тут 8 штук... Чуть-чуть здоровья осталось у него. Вот не хватило последнего удара. Ну сейчас пока в этом, в чате у тебя та же аватарка, которая была. Или что ты имеешь в виду? Да ну серьезно. А, ты имеешь в виду на канале? Сейчас гляну, подожди. Сейчас посмотрю. Не, у тебя по-прежнему белый фон. Может, ты просто, когда картинку делаешь, там же... Я тоже с этим мучился. Когда вставляешь картинку, там же выделяется область, которая будет видна на компьютерах, как будет видно на телевизоре, на планшетах, на телефонах и так далее. Может, у тебя просто она не попадает в это, и у тебя поэтому показывается только там другая часть картинки. Может, в этом причина. Потому что да, фон до сих пор белый. Даже если перезагрузить страницу, все равно он белый. Я говорю, посмотри, скорее всего, это вот когда добавляешь, может, в этом причина. Я тоже, когда там игрался с картинкой на канал, тоже постоянно были с этим проблемы. То есть поиграйся с этим, может, в этом причина. Он, получается, показывает не ту часть картинки, будем так это говорить, называть. Так, там, по-моему, следующее испытание сейчас будет с заминированным мостом. А и каждое испытание это фиолетовым свечением. Здрасте. Tom says we've lost another heavy droid transport. How can we break through the Mandalorian lines without support? The path is mined and the place is crawling with enemies. I know we've got our orders to press forward, but we're at quarter strength. We can't, General. It's impossible. We need to retreat. General, it would be suicide to go forward. There's just too few of us. We already lost half the men just getting to the path.
They've got the rest of the company pinned down by the crash site. You can't possibly ask the troops to go forward. If you ask us to charge, will it make a difference? Will our sacrifice mean something? Не знаю насчет стратегии. Я там обычно выбирал, что я сам пойду вперед. Я по этим тральщикам минным сам работаю. Thank you, General. Thank you. Может, конечно, сейчас получится поснимать мины, но тогда я помню, как-то у меня не получилось, я просто прошелся по ним, повзрывал все нафиг и все. Что здоровье при этом у меня снимается. Парадоксально. And now we fight. Шраки еще налетели пачками. И шраков они тоже мочат. Ну да, действительно, это что-то вроде искупления, ты права. Так здесь ничего не лежало. И опять можно сходить налево, направо. И, кстати, после каждого испытания восстанавливается сила. Можно было их вообще молниями фигачить. Ай. Ну да. Наверное, это вот Ситин из этой области. Либо пусть опять сами бегут на мины, либо давайте я. Это да. Крокодил. Дил. А тут как бы в какую сторону? Ну да, события не поменяются, здесь только, скажем так, влияет... Я не помню, тут получишь темные чеки, ну, по-моему, да, здесь можно, типа, получишь, не получишь, изменится, не... Но как бы ты остался прежде, как сказать, верен своим принципам? Или все-таки ты понял что-то?
из того, что произошло. То есть, наверное, это так рассматривается. Мертвый джедай, что на джедая не сильно похож. Инфопанель Небелиша. От журнала джедая Небелиша большинство данных было специально стерто, одна запись осталась. Видение, не думали обмануть меня, приняв форму моего друга джедая. Но моя дисциплина слишком сильна, я перехитрил их. Один пал перед Шираком, остальные пали от моего светового меча. Так, вы нашли труп джедая Небелиша. Из увиденного можно сделать вывод, что несколько джедаев пришли обследовать эту гробницу. Некоторые попались в ловушки, остальные были убиты Небелишем, который сошел с ума из-за своих видений. Крокодил. Дык-дык-дык-дык-дык-дык. Так, и за последней дверью, насколько я помню, типа Крея выйдет, на которую будут все остальные наезжать. Нужно либо включить безразличие, либо сказать, что это, перестаньте ссориться. Угу. Которые, если их всех игнорировать, они начнут все это друг за другом повторять. Эпос is death. You are to be commended for making it this far. You've revisited the dark moments of your past, and now you must face the present. Здесь Крея темная стоит. Your confusion is natural. The others and I will help you understand. Get away from her! She's a dark Jedi. Atten, I've had enough of your snide contempt. Hey, what's the commotion here? Stay out of this, Beodor. This is a personal dispute between Atten and myself. You're threatening Atten with a lightsaber, and I'm supposed to just stay out of it? No. Мне нравится, что у светлой Креи почему-то эти повязки на ее, господи, волосах белые, когда она темная, у нее какие-то красно-черные. Ответ: почему я даже мешаю? Да-да-да, хороший вопрос. Почему он на синем? You sorely underestimate the power of the Force. Think again, Kreia. Your dark influence will end. Your friends are all arrayed against me. Will you stand for this? I will be honest with you. I have fallen to the dark side. Does this change your decision? Полученные очки светлой стороны. Типа, несмотря на то, что он темный джедай, типа, я вас спасу, чтобы вы потом могли искупить свою вину. Типа, вы... Все. Прекрасно. И все пропали. Быстренько порешали. Хотя, конечно, вопрос действительно, почему он на синим мечом, это да.
В третьем видении все твои спутники противостояли Крей, ты должен был выбрать, сражаться против злой Крей, защищать ее или ничего не делать. Вообще парадоксально, почему, если ничего не делать, мы получаем очки темной стороны. Если мы понимаем, что это видение, почему это воспринимается как очки темной стороны? Это вот мне непонятно. Так, сейчас, одну секунду. Ну просто логика странная, согласись. То есть получается хорошо. То есть защитить ее, быть против нее, там понятно. Игра темными светлыми очками, хорошо. Но если, блин, мы понимаем, что это видение, и как бы, ну, видение, разбирайтесь между собой. Почему это воспринимается типа как безразличие, и это темные очки? Бред. То есть нелогично. Не знаю, может, конечно, перевод наших ответов неправильный. Ну и почему мы стоим рядом с Риваном, если, по идее, Малаку мы отказали, не присоединились, бойцов своих спасли, разминировали перед ними это, Крею спасли, и при этом мы стоим рядом с Риваном. Парадоксально. Но при этом уже нас нет, хотя по идее мы должны сражаться друг с другом. И почему у него фиолетовый и... Кстати, не факт, что это красный, это может быть бронзовый. Так, взяли этот призрак Ривана, замочили молнией. Смешно. Да, вот здесь как-то... Может, здесь нейтралитет приравняли к безразличию, и поэтому получается темные очки. Но у меня другого объяснения нет. Потому что если судить по нашим ответам, мы просто понимаем, что это призраки, типа, мы не вмешиваемся. Делайте, что хотите, это не по-настоящему. И за это нам впилят темные очки. Может быть, просто реально неправильно переведен. Может, мы там показываем не нейтралитет, а безразличие. The dangers you faced in this tomb were real, but these images of the past serve to prepare you for your future. Surely you have felt what awaits. Events are shaping themselves about you, seeking to draw you into their center. Я знал, что это моя судьба, величие находится в моем будущем. You overestimate the power of the tomb. Any change you feel is coming from within yourself. Instinctually you know your true path. Trust in your feelings. They will lead you in conquering the many challenges that the future holds for you. Sometimes, a momentary insight is worth lifetimes of experience. You may not yet understand what you learned here. That wisdom will come in the future. Search the room you are in. You should be able to unlock a passage that leads outside the tomb. Кстати, не получил темных очков. Конечно, нужно было другое сказать. И тогда получишь, а так не дали темных очков. Так, 2000 опыта, короткий световой меч. Да что же вы мне все короткие пихаете? Да короткие. Уже 2 коротких меча, блин.
там написали? Ты прошел через испытание в тайной могиле. Мумифицированный Люда Крэш? Боевой меч Люда Крэша, повязка Люда Крэша. То есть все-таки его могила здесь есть. Просто спрятанная. Боевой меч. Модификатор атаки, бонус к урону темная сторона. Этим грозным оружием, когда пользуется темный джедай Люда Крэш, среди общего предпочтения к лучам световых мечей, некоторые ситхи предпочитают орудовать твердым материалом при расчленении их врагов. Такие мечи обычно покрыты картозисом для противодействия световым мечам. Повязка Люда Крэша. Бонус защиты 1, ограничена темная сторона, физическая сила +1. Честно говоря, вообще ни о чем. Люда Крэш был могучным ситхом, который выступил против лорда Нага Седо в небольшой гиперпространственной войне. Эта защитная повязка несет слабые отзвуки когда-то великой мощи темного лорда. Темного лорда. Тоже мне. Волан-де-Морт, блин. Мантия серого джедая. И что? Харизма +2, регенерация силы 1, бонус защиты 1. Серый джедай. Те, кто хотят и закончил обучение и стал джедаем, действуют независимо и не подотчены совету джедаев. Обычно они выглядят сбившими с пути, однако они не обязательно подались темной стороне. Ну, как бы вот с Карибаном и все. Пещера Шайраков. Так, мудрость. Будем очень мудрыми. А судя по количеству убеждений, я вообще должен чуть ли не Диона убедить перейти на светлую сторону с убеждением 26. Так, продвинутая защита джедая. Ну, наверное, да, ее поставим. Еще мне вот это нравится. Восстановление здоровья. Персонаж сразу скорость исцеления позволяет ему быстрее восстанавливать жизненную силу. Ладно, пока защиту джедая поставим. Вдохновление последователей 3 уровень. Вот не веришь ты в силу светлой стороны, да? Это слово совсем. Или ты просто боишься, что если он перейдет, то он погибнет, потому что не сможет поддерживать свое состояние? Так, что у нас из квестов? Потерянный джедай, понятно, это все. Так, хозяин дворца, это там. Да, у нас по факту вообще 3 квеста только. А, в этом плане.
То есть ты думаешь, что светлой стороной он не сможет себя поддерживать и выжить? Исцелиться, в конце концов, силой исцеления. Хотите изучить язык дроидов? Сейчас типа этот Гото разнесет этого шарик Баудура. Тоже непонятный ролик. Что это этим хотят сказать? И что? Просто ни о чем. Полученное влияние Т3. Так, хозяин дворца Келборн на Диксане тебе передал, что магистр Ковара срочное сообщение для тебя. Келборн попросил тебя вернуться в Диксан как можно скорее. Летим, летим, как можно скорее. I will answer what I can. В общем, разговаривать, видать, больше не с кем. Никто ничего не скажет. Но при этом он летает с Баудуром. Хотя только что его взорвали. Yes, General. Непонятная логика происходящего. Yes? I am training, so that if danger should... That, and I had forgotten how long hyperspace travel. Все то же самое она рассказывает. В принципе, когда их делаешь их джедаями, все те же наборы слов. Но нового нам никто не скажет. Yes. Have you come with questions? Very well. What is it that drives you? Тоже все, больше она ничего сказать не может. Ask. И вот вопрос. I know her as... Влияние на нее очень маленькое. На вопрос она нам не ответит. Yeah, what do you want? Yeah, something wrong? Go ahead and ask. Something up? All right. Ну, вообще ни о чем, как говорится, ну ладно. Так. Так, Диксан, климат тропический, местность джунглей, стыковка, очищенная территория джунглей. Ну да, это по факту все, это последняя миссия как таковая. Спасаем Андерон и все. По факту идем к финишной прямой, состоящей из Телоса и Малахора.
понятно, что надо Мандалора с собой взять. Ну и Крею выгулить. Так, Крея. Стилизация Святого Меча, который у нас даже... Уже короткий, разве что и дать. Как было приятно. Силовая доблесть пусть будет. Невооруженный специалист 6. Reporting as ordered, Mandalore. I can take you wherever you need to go on Tucson. It's up to you, Jedi. This soldier knows the terrain. He can get us where we need to go quickly, without needing to blast our way through herds of Canucks. Follow me, then. You received my message, then. A man named Kavar wanted to get a hold of you urgently. He said that the Queen had arranged safe passage to Onderon for you, but I don't know how good their offer is anymore. This morning, General Vaklu met with the Council of Lords and declared that the Queen was guilty of treason. He'll be made regent if Talia and her royal guard are defeated. The military is divided on who to support. Civil war has fallen on ISIS. I doubt that Queen Talia and her advisor will survive until nightfall. The balance of forces seem to favor Queen Talia. The royal palace is heavily fortified and defensible, and most of the soldiers are loyal to her. But Vaklu has new allies, Sith soldiers and their masters. The war has also driven the caged beasts in the streets mad. Braylor and I both concur. She doesn't stand a chance. You underestimate the Force, Mandalorian. I sense that we may still get to Master Kavar in time. I sense there is something stirring on the moon itself. Tell me, have your senses picked up anything from Duxon? Yes, we have. How? We picked up some transmissions from nearby in the jungle. We only have our shuttle sensors, so we know nothing more than that. Those transmissions are the enemy. They are linked to the fate of Onderon. They must be stopped. Otherwise the Mandalorian is right. Master Kavar and Queen Talia won't survive this day. Dividing our forces at a time like this is foolhardy. And this is why a common soldier will never triumph against a Jedi. Your military tactics are nothing compared to the Force. It is essential and inevitable that we face both enemies at the same time. You are correct. You must choose who will lead the expedition through the jungle to find our enemies and defeat them. Ведет, кто поведет. Сатан ведет, по большому счету. Hacking through beasts and jungles? That sounds like a job for me, as usual. You should send 2 others to go with the leader. Who else will accompany the expedition? Very well. And who else? Ну, пусть Виса вместе с служанкой его поддерживают. So be it. Я как-нибудь как танк прорублюсь и сам, без поддержки сильной. Mandalorian warriors will go with you to find the enemy camp. Just let me know when you want to head out. If you need supplies, talk with Kex. After you get into the jungle, you might not have another opportunity to stock up. Let me know if you want to go now. As you wish. Mandalore has arranged for special transportation to get to Isis. Finally, we're close to our objective. I sent the rest of my men to secure the trail behind us.
My troops will keep the path to the Mandalorian camp clear. Ahead lies the enemy. I can follow you a little bit further, but then I will set up command and control for my unit in the field. So lead on. Джедай-хранитель. Так, Вис вообще у нас джедай-хранитель 21 уровня. Вот основной ударной силой по силе. Ладно, пусть будет страх. Так это будет аж на корабле, когда мы будем, это финальный уже, ну, один из финальных боев, когда мы на Телосе будем. Это как бы сейчас это не надо, это потом. Когда уже будем к финалу двигать, а здесь как бы бессмысленно. От нее, ну, от нее. Ладно, обычную атаку ей повысим. Так, раз ты любишь у нас двуручное оружие, дадим мы тебе 2 меча. Плохо, что они оба короткие, но ладно. Да, странный бронзовый цвет, честно говоря, у этого меча. Это не красный, это бронзовый. Он цвет очень странный. I sense we're getting farther from our destination. Типа не в ту сторону. How may I serve? This one's more where that came from. This will teach you. More where that came from. I hear you. How may I serve? I hear you. Сильная осколочная мина. Кто у нас по разминированию? 14.014. Ну, допустим. Да ладно, получилось. Some sort of sensor is up ahead, beyond the mines. Реле периметра тип 2. Yes, that's what it is. That relay will detect anything that gets too close to it. Only a skilled stealth field operator can get by it safely. But unless all of you can use stealth generators, it will detect your group. Too bad, too. If you got by it undetected, it could make your task much easier. Avoid the mines.
If any of the ones close to the sensor are detonated, then we shouldn't even bother. Скрытность у нас у кого? 14. Ого. 25. Ну ладно, допустим, можно, конечно, атома попробовать. Где там этот генератор поля скрытности? Давайте попробуем, только все равно с ремонтом у атона слабым. Снимаем лучше все, если не получится. Если сработает тревога, то хотя бы наши побегут, не подорвутся на минах. Точно. Диверсант. Так, а вот с ремонтом, конечно, у атона проблемы. Похоже, сенсор периметра работает, он тихо жужжит. Не сможем. Я же говорил. У нас вообще по способностям ремонт. У атона 0. 0. У нас вообще никого нету со способностью ремонта. Just say the word. Не получилось. У нас даже нету каких там, чтобы ремонт себе поднять. Элитный штурмовик Ситхов. Генератор тролльной башни для лагеря Ситхов работает исправно. Здесь есть пара ручных рычагов и другие средства управления. Все управление генератором функционирует, ее могли отключить дистанционно. More where that came from. More where that came from. More where that came from. Everyone down. У нас, надо отключить дроида у нас. Так, главное, все стойте и не думайте куда-то рыпаться. Потому что тут вообще класс. Несколько турелей. Сколько там? 2 турели, 6 солдат, 2 животных. Так, давай, заправляйся энергией. Побежали. Так, ну что, ребята, я не знаю, как это сейчас у нас будет происходить. Играли бы за нашего основного персонажа, здесь вообще вопрос бы не стоял. Прошлись бы катком. А, еще и здесь ребята есть. Какая прелесть. Нержавеющая челюсть.
Time to even the odds. This Time to take you down to size. This Помахались. Вот ящик нужно было обойти именно с этой стороны. По-другому она не захотела. Security терминал. Так, с компьютерами у нас у кого? У нее никак, у нее. Ну вот у Атона. Базовый навык 12. Отмычки. Так, взломать компьютер. Перезагрузка системы принята. Камера наблюдения. Где только эта камера стоит на этом базовом лагере? Хотелось бы знать. Здесь даже камера была. Ну-ну, очень интересно. Система доступа. Запустить сценарий плацдарм. Это как? Схема зоны. Записям офицера. 14 дней назад. This is my first day on Duxon. My predecessor displeased our masters and was dealt with. The fool let Canox through the perimeter. The Sith don't tolerate any failure. I'm the 5th captain to command this base camp. И последний. The camp sits in the shadow of a tomb. My subordinates say that the body of an ancient warlord named Freedom Ned lies inside. We don't know why we're here. We sit and make sure that no beasts come into our camp, and especially that they don't reach the tomb itself. A bleak assignment. Signing off. This jungle feels similar to Korriban before it fell after the war. Everyone is on edge. Executions for infractions are commonplace here. 50% more than my previous command. There's a bloodthirstiness to the jungle. The beasts here continually assault our mined perimeter. We had to replace the minefields 4 times so far. We received more equipment and more men today. The equipment went straight inside the tomb. As usual, I have no idea what it contained. We're expecting more Sith to arrive any day. They want us to capture one of the beasts for them. No explanation. Never. Signing off. Coded messages from orbit and from Onderon. Some sort of conflict is brewing. I think we have a ship in orbit. We're on full battle alert against what they won't say. The Sith Master said something about a disturbance. Well, what does that even mean? How do I prepare for that? Prophets told the threat is serious. We've put a double shift on monitoring the aerial sensor grid. The only thing that could worry our masters so much has to be a drop-ship invasion from the Onderon military. We will be prepared. The Sith said soon we'll have reinforcements. When I asked for details, he said it was a surprise. I hate the ones with the sense. Sith jokes are rarely pleasant. Signing off. Ну хорошо. В принципе, больше... Единственное, конечно, что меня удивляет, что это такое за сценарий плацдарм, 7 отмычек. Ну, допустим. Запущена система обороны, активно требует дроид сражать любую органическую цель. Любую органическую цель. Вот пусть тогда они там дерутся друг с дружкой. The honor is mine.
говорится, мелочи, приятно. Прорвали их оборону. Генератор дроидов для лагеря Ситхов в полном порядке. Но, как всегда, отключить не функционирует. Жаль. Ну, с другой стороны, нашли другое решение. Пока это просто озеро. А, их это атакует. О! Там ситхи. Неплохо так им наваляли, хочу сказать. Очень даже и неплохо. Все-таки, наверное, с опытом приходит это все. Помню, как я раньше штурмовал эту базу. Вообще, с такой тяжестью это все происходило. Сейчас так легко раз-раз и все и сделали. Справились. Что еще тебе, родная, прокачать? Я даже не знаю.
ставим выносливость. Сопротивляемость энергии. Все. I hear you. Правда, еще в гробнице куча будет и ситхов, и систем защиты, там много чего будет, я помню. Дверь могилы. Что так далеко? Пока она добежала. Они сами их всех разбили. Ух ты! Ой. Нежданчик. Я бы даже сказал, очень неплохо. Швыряется молния, и Визас даже не хуже, чем я. Гробница Фридана Неда. You've made impressive progress. The Sith's camp lies in ruins. I told Kelborn of your progress. The rest of your squad is already en route to Isis. Also, Kex checked our sources for any information about this place. Kex believes that this is the tomb of Friedan Nad. We knew it was somewhere on this moon. We had no idea how close it was to our camp. Some sort of fallen Jedi. He conquered Onderon long ago and became their king. The royal line is directly descended from him. That part of Onderon history the citizens try to leave buried and forgotten. Прикольно. Ну-ну. Our priority here wasn't exploration. The mission was salvage in force, and to do so covertly. We have successfully pursued those objectives. Zuka didn't have our long-range sensors operational either. If this camp hadn't been sending messages, we may never have found it. Friedan Nad was a dark Jedi. The stories say he was far worse than Revan and Malak ever were. This place is tainted, and the Sith presence here makes the danger great. I can sense the power from this place. It's like the light abandoned it long ago. I fear the Sith shall be very strong here. I am returning outside. My attention is required to keep the path to our camp clear. The time for practice is over. There are intruders in the tomb and they cannot be allowed to reach our master. The ritual must not be interrupted. I don't need to mention the price of failure. Men, follow me. The honor is mine.
From where that came from? Time to even the odds. This will teach you. Where that came from? Everyone down. Ситхов капитан, какой ты бронированный, я смотрю. Time to even the odds. Where that came from? Артур, привет, привет. Решил заглянуть под конец стрима. Да, спасибо, большое спасибо. Что там, как у тебя дела, как настроение? В принципе, без особых достижений, успехов, так, в процессе. Хорошо так Виса с молнией бьет. Неплохо, это нормально, можно сказать. Так что хорошо. Ну такое, честно говоря, я все-таки перерыв делал, как всегда, почти на полчаса. А вот хочу побольше пройти, чтобы еще где-то плюс-минус минут 40 пройти, чтобы остался последний стрим на финал. Просто не знаю, как у меня там завтра. У меня завтра по работе есть вопросы, я не знаю, во сколько я вернусь. Может, еще и в субботу выйду по работе, может, еще и понедельник будет, не знаю, там не от меня зависит. И как-то уже не хочется эту игру перебрасывать на следующую неделю. Хочется как-то уже закончить не на этой. Древняя коробка. Just say the word. Что такое? Damn thing's stuck. Damn thing's stuck. Let me take care of this. Damn thing's stuck. Так, как что у нас вообще по... Это у нас как? Система безопасности 13. Понятно, у нас столько атом по системе безопасности открываться, но не хотеть. Кстати, вот эта энергия темной стороны. Не совсем помню, что это. Честно говоря. Я, честно говоря, еще не определился до конца, но пока у меня такая бродит мысль, что, наверное, пройду Ассасина серию. Хочу пройти, потому что первую часть проходил еще перед Новым годом, а там в октябре выходит новая часть, поэтому думаю, может со второй части продолжить прохождение. I've never felt anything like it. If the mission weren't so urgent, I'd recommend we avoid this area completely. The Sith have come here because of this. It's dangerous. Я ощущаю здесь присутствие темной стороны, в животе появляется болезненное ощущение, воздух пронизывает волны гнева. Наслаждаться силой темной стороны, контролировать эмоции. Ощущение ослабляется, тебя окружают дикие темные эмоции, ты не знаешь, как сохранить духовный баланс в этой буре. Тебе удалось сохранить спокойствие среди бури эмоций. Темная сторона ослабла, но еще здесь. Хотя усилия мгновенно ослабили тебя, ты ощущаешь обнуленную силу, которую можешь применять, чтобы победить зло в этой гробнице. Временно получил плюс 4 к своей силе и телосложению. Получены очки светлой стороны. Молодец, Атон справился.
Настроение такое, как тебе сказать, не знаю. Что-то сегодня как-то себя чувствую неважно, голова что-то побаливает, давление было. Так, знаешь, когда скачут на глазах такие, как сказать, зайчики или что. Это такое себе не очень. Погода нормальная, на удивление. Хотя 3 дня гроза собиралась, знаешь, тучи такие были, непонятно, то ли пойдет дождь, то ли не пойдет. Вот сегодня вроде нормальная погода. Вот. Да, интересно играешь. Вообще, вторая часть вообще в Ассасине моя любимая. Со всеми дополнениями. Я вообще в нее с тех пор, как в начале 2019 года новый комп купил, что-то вообще не играл в нее, поэтому надо как-то уже за столько лет сесть вспомнить. Я говорю, я пока точно не определился, но, наверное, буду Ассасина проходить. Where that came from? Да, Вальгалла пипец какая длинная. Я ее прошел. И она, по-моему, у меня заняла в прохождении около 140-160 часов. Но это было без без дополнений. А там еще 4 дополнения есть, поэтому... Ну, вообще, конечно, Вальгалла это уже не Ассасин. Там от Ассасина осталось. В общей истории больше ничего. Да, Вика, спасибо большое. Тебе тоже спокойной ночи. Спасибо большое. Давай, до следующих встреч. Надеюсь, что завтра. Не знаю, как получится. Надеюсь, что завтра все-таки будет стрим. Спасибо тебе, Вика, за участие. Давай, счастливенько. Ну, видишь, как бы кому что. Я просто, например, скажу... Ну, скажем так, допустим. Артур, как бы первая была... Как это сказать, пробой пера, у нее интересный временной промежуток, да и сама она, в принципе, то есть это вот начало истории, она интересная. Вторая, мне кажется, вот, как это сказать, то есть вторая, наверное, это вот самая высокая планка, которую они достигли. То есть вот, ну, лично мне. То есть я прошел абсолютно всего Ассасина, то есть мне есть чем сравнивать. То есть вторая, мне кажется, вот и по истории, и по вот историческому периоду, и по сюжету вообще самая лучшая. Ну и плюс 2 ее дополнения. То есть там историю персонажа полностью закрыли. Потом третья часть, ну не знаю, третья мне нравится только, как это сказать... временной шкалой, в которой она происходит, ну, интересно были эти все события узнать. Сам сюжет, как-то, мне кажется, уже слабенький по сравнению со второй. Вот. И четвертая, там, которая Black Flag, мне вообще понравилось, потому что вели вот эти вот корабли, морские бои, вот это исследование этого Карибского бассейна, то есть очень было интересно. А вот дальше как-то оно пошло так себе, знаешь, на убывание. То есть это Рогью, который был, это такая жалкая тень тоже 4-й части. Потом вот это вот, как оно, Юнайти про французскую революцию вообще мне не понравилось. Хотя писали, что это вроде как она на первую похожа. Мне вообще Юнайти про Францию не понравился, вот вообще. Потом был Синдикат про Англию. Ну, только лишь то, что мне вот сама вот эта вот викторианская Англия нравится, этот исторический период. Ну, вот как-то, в принципе, да. Хотя там сюжет вообще, можно сказать, ни о чем. Вот. А потом уже, когда вышли про древние времена, там, Египет Origins, потом Одиссея про Древнюю Грецию и вот это вот Вальгалла про викингов. Там уже такое, честно говоря, было. Слишком длинные. Ну, разве что мне понравилось. Ну, вот Origins, потому что Египет красиво, интересно. В плане просто как бы истории. Но сюжет никакой. Одиссея, потому что там смешали эти мифы Древней Греции. Хотя тоже такое долгое, сюжет вообще ни о чем. Вальгалла, мне кажется, вообще. Сказать, что это Ассасин, нельзя. Вот как я и говорю, да, Black Flag мне очень понравился. Мне кажется, это вот после второго, это вот было самое последнее, что они хорошие выпустили. То есть вот реально мне было интересно, потому что, ну, да, она большая, конечно, до Вальгаллы, до Origins далеко, но именно вот сама карта большая, плавать на корабле, вот эти морские бои там, ну и плюс сюжет тоже мне понравился, интересный. То есть Black Flag это такая была последняя интересная часть для меня. Honor them with this will teach you.
медицинский дроид. Да, вот ты прав. То есть она ничего не привнесла в сам сюжет. То есть просто вот история, да, вот самого персонажа во времена викингов и все. А именно привнести что-то в саму историю ассасина вообще ничего. Какое себе. То есть ассасинами там и не пахнет. Эти два ассасина, этот Басим и второго уже забыл, как звали. Скрытый клинок вообще... Что он есть, что его нет, так, знаешь, для понтов. Вообще, реально. Как серия Ассасина, как историческая игра, да, как серия Ассасина ни о чем. Я, конечно, не проходил, говорю, все эти дополнения, которые к нему есть, но мне кажется, что дополнения тоже не спасли игру. Так, конечно, как про викингов, если интересно, это историческая, временная шкала, да, интересно, можно посмотреть, но не более того. Ассасин там вообще, название можно смело было вырезать оттуда. The honor is mine. Так, а Натана, ну что... Как мы узнаем, что она Натана включила? Just say the word. I'm here. Ребята, побежали. This one will teach you. Да, вот это вот Мираж, да, я тоже жду. Тоже интересно. Вроде бы должна быть уже, как они говорили, к истокам серии вернуться. Конечно, веры мало, но хочется надеяться, что действительно это будет вот то, что называлось ассасином. Ну да, рано говорить действительно, но хочется, по крайней мере, верить. More where that came from. The source of the power of this place is behind that door. I have never felt so much energy. In the right hands, imagine what it could do. I hear you. Понятно, типа она заперта, нужно обойти влево-вправо сходить, там что чем-то открыть. А во что играл сегодня? My life is yours.
мастер. Ну да, классная игрушка. Тоже понравилась. Напоминала мне тоже вот первые части Ассасина и Бэтмена. Тоже вот такое. Тоже проходил, получал удовольствие от нее. Тоже, честно говоря, знаешь, столько игр, все хочется либо вспомнить, пройти, либо там что-то новое, что выходило, пройти. Но все вместе времени не хватает. Причем, конечно, преимущественно в основном старые игрушки, конечно. Из нового нечего проходить как такового. Интересного, по крайней мере. Anyone that has been marked by our masters can do it. Yes, you're getting the hang of it now. It's so easy. But how did they do it? You doubt our masters' power. They have erased the minds of these beasts and made them our obedient servants. With an army of these, who could defeat us? No one, of course. Now the next step, the intruder is here. Beast, man. Да, ребята так неплохо им наваливают, честно говоря. Если они еще здесь финальный бой в этой гробнице легко пройдут, я, конечно, буду удивлен. Ну, хотя, конечно, да, когда первые разы проходил, понятное дело, что не было опыта, не умел, не знал. То есть, конечно, когда эту игру уже знаешь совсем по-другому, прокачиваешь персонажей, ну как-то уже очень легко не всех разделывают. Древний терминал. Древний терминал управляет механизмом блокировки дверей, закрывающий внутреннюю часть гробницы. Там есть рычаг, которым можно открыть дверь. Опустить рычаг. Дверь, ведущая в гробницу Ситхов, открыта. Да. Там же еще можно, по идее, налево сходить. Ладно, еще налево сходим. Там тоже что-то есть. More where that came from. Let us talk. Everyone down. Так, опять этот Ситх капитан. Бессмертный. Так, я понял, хорошо. Меняем тактику. Все, можно его так добивать. Ну, теперь быстро восстанавливаемся. Ну да, да, я с тобой полностью согласен, Артур, по этому поводу. И абсолютно не играет роли то, что он 2018 года.
Я ее, когда в прошлом году, вот она, говорю, ее портировали на комп, я смог ее пройти, это шо, вообще песня. Очень понравилось, только приятные впечатления. И сюжет интересно, реально интересно проходить. Действительно, главное, чтобы игра была интересная и приятно было ее проходить, все остальное не важно. В каком она году и какая у нее графика. Ходим сюда. Разделали под орех. Это хорошо. Дальше. Готовы. Я тебе больше скажу, Артур, знаешь, я иногда, когда вот совсем, знаешь, по вечерам скучно, и хочется, допустим, знаешь, вот так, чисто вот для души именно. Сажусь, у меня есть, как его, эмулятор Сеги на компьютере. Так, деревянный топимщик граница открыта, терминал бесполезен. И запускаю этот. Если помнишь, был на Сеге этот трилогия про вертолет. Там, где миссии выполняешь, там постоянно там боезапас нужно пополнять, топливо, там трилогия. Это Desert Strike, Jungle Strike и Urban Strike. И вот я иногда, когда вот скучно, это выходные вечера, хочется такого что-то ненапряженного вспомнить приятное, сажусь и играю. Недавно даже Дюну вторую прошел тоже на этом эмуляторе Сеги. Так, энергия темной стороны. Ты ощущаешь здесь присутствие темной стороны, воздух пронизывает волны страха и боли. Контролировать свои эмоции. Ощущения ослабляют, тебя окружают дикие темные эмоции. Ты не знаешь, как сохранить духовный баланс в этой буре. Сила воли. Попытаться укротить эмоции в этой зоне. Тебе удалось сохранить спокойствие среди бури эмоций. Темная сторона ослаблена, но еще здесь. Ты измучен усилиями. Хотя усилия мгновенно ослабили тебя, ты ощущаешь обновленную силу, которую можешь применить, чтобы победить зло в этой гробнице. Вы временно получили плюс 4 к своей силе телосложению. Получены очки светлой стороны. My life is yours. О, значит, знаешь. Я же говорю, очень много интересных старых игр. Проходишь с таким удовольствием, это... Тогда это казалось, что это самые лучшие игры. Честно говоря, если так совсем признаться, я вообще не играл в Tomb Raider. Вот честно тебе скажу. Я когда-то пытался еще проходить, я не помню, какая это была часть, по-моему, или 3-я, или 2-я. Не помню. Еще вот, это был, наверное, год 99-й, я не помню, там какая часть была. Ну, что-то мне не зашло тогда. Знаю, сейчас есть трилогия, не помню, как называется, типа тоже трилогия Tomb Raider. Ну, там, я не знаю, как она там, 18-го года, 16-го.
Я вот ее скачал, как-нибудь тоже ее постримлю, потому что было бы интересно пройти. Потому что смотрел, читал, писали, что хорошая, интересная игра. А так вообще, честно говоря, вообще не играл в Tomb Raider. Как-то так вот прошло, но почему-то мимо меня, не знаю почему. Time to take you down to size. More where that came from. Что тут после них не осталось? Так, финальная комната этой локации. Captain, we need just one more moment. We're almost through. Failure, Captain, will not be tolerated. As you command, my lord. Мы его так бластер отклоняли до него, что так сняли ему здоровье. Так, а теперь надо бы заправиться силой. Потом уже двигаться на этих ситхов. Бо эти ребята, насколько я помню, не слабые. Так, щит. Медитация. I hear you. Ready. Так, теперь мы готовы. Правда, сейчас, может быть, во время разговора все эти защитные наши способности снимутся. Break the ritual now. You're too late. We have done what needed to be done. Soon, Onderon shall fall, and with it, the Republic shall die. But what is this? Of course, the Force has guided you here. It echoes within you, yet I sense it is untrained. It is good you have sought us out. This tomb is strong with the dark side. Here, наивный, да-да. Take your first steps on the path to your destiny. What lies has your master spread? What have they denied you in their ignorance? The Jedi preach calm and serenity while wallowing in weakness and hypocrisy. They would have you become a puppet of the Force. They would have you deny the strength of your emotions, the strength of your own will. Can't you feel the power of this place? It echoes through you like a second voice. Accept it. Embrace it. So you seek to save me? From what? With the dark side, there is no knowledge forbidden, no restraints. What can you possibly offer me? Can't you feel the power? Here, within the walls of this tomb. Just embrace it. Don't limit your potential. Ну да, я тоже люблю, конечно, игры, когда, знаешь, действительно что-то надо раскрывать, искать, то есть такое историческое, если там еще где-то что-то присутствует. Да, я понимаю, о чем ты, тоже такие темы люблю. Instead of freedom and power, you have chosen death. So be it. Все наши эти поснимались. Ладно.
How may I serve? Получены очки светлой стороны. Ну, давайте поприкалываемся. Да, я еще раз говорю, я вспоминаю, когда я первый раз заиграл. Я в этом бою так мучился, так издевался, как это было тяжело его проходить. Просто темные ситхи. Угу. Просто на раз-два их раздолбали. Обалдеть. Вот что значит правильная прокачка персонажа. Просто взяли их и раскатали. Да. Мумифицированный труп. Короткий световой меч Фридена Неда. И у того нашли еще двухсторонний световой меч. Так, что-то мы нашли. Двусторонний световой меч, короткий световой меч Фридена Неда. Вообще, что у него тут? Немодифицируемый вообще. Энергия 3.24, сбивание с ног, сбалансирован. Этот короткий световой меч когда принадлежал могущественному лорду Ситхов Фридену Неду. Фриден Нед тренировался вместе с... и позже уничтожил духом Нагаседу и принес с собой мощь темной стороны на Андерон. Странно, что никакой там нету, как это сказать, направленности на темную сторону или еще чего-то. Очень странно. Рукавицы мощи ситхов. В общем, молодцы. Хорошую команду подобрал для этой миссии. Справились просто на отлично. Честно говоря, нет. Бункер слышал, но не играл. А вот, честно говоря, остальные вообще не знаю, Артур. Извини, ничего не могу сказать, не слышал. Нету как бы. То есть бункер я просто знаю, что есть, но не видел, не играл. Остальные вообще даже первый раз слышал. Поэтому, извини, ничего не могу сказать. What you have done is beyond words. You fought like a Mandalorian. When you are finished here, I will take you back to the camp. You can let the rest of your squad know what you've discovered. After you left, your squad... Zaga said that he and your friends are making good progress through the jungle. Trust me, this is worth the wait. And here it is, a salvaged Basilisk war droid. Mandalore said that he would make it available to you for insertion into the city of Iziz. I assure you, they won't know what hit them. Интерактивное кино. Ну, наверное, это должны мне понравиться, потому что ты тоже знаешь, что я проходил игры такого плана, поэтому думаю, что, наверное, мне бы понравилось. The Basilisk war droid is the epitome of weapon technology, state-of-the-art weaponry, armor, and maneuverability. Unfortunately, its weapons systems aren't fully functional yet, as are some other... Какие другие важные системы, это какие? But she will get you to Iziz in one piece. The fighters won't be able to stop that. Minor systems, nothing you need concern yourself with. We've modified the interior to hold 3 people. Maybe a little tight. You need to leave immediately. Iziz is in the grip of a civil war, so there'll be considerable resistance. They remember the last time Basilisk war droids visited their planet. Fight ferociously. And if you die, take as many as you can with you. А кого с собой взять? Можно взять с собой... А, так мы ее взяли. Ну что, взять Миру? Пусть это поучаствует. Как раз у нас есть и световой меч для нее.
Да. Хорошо. A basilisk? A basilisk here? Mandalorians are attacking the city! Talia has made an alliance with the Mandalorians. Что-то, видать, ролик здесь не рабочий был. Про высаживание Василиска. Ну, я понял, да. Я же играл наподобие. Я знаю, что это такое. Я же говорю, скорее всего, значит, мне бы понравилось. Потому что я люблю такие игры, как интерактивное кино. Так, она двухсторонним оружием как бы драться не умеет. Ну, хорошо. Ну, возьми тогда этот. Так, навыки лечения, это. Максимальное лечение, еще уровень. Можно, конечно, и поднять это искусство. Так. Оглушить. Как всегда, Кры полезла в гущу боя. Блин, Кры, я даже не знаю, что тебе качать. Ready? Ребята, в очередь, в очередь. Все получат свой заряд бодрости. Куда ты побежал? Не понимаю. Ну ладно. Все, всем хорошо, все довольны. Эпичненько так приземлились. Здесь вообще все завалило. Не пройти. I recognize you. You're that off-worlder. Come, we have no time. Vaklu's forces have overrun the sky ramp. The royal palace could fall any minute. We must save the queen. Да спасем королеву, спасем. Your enemy has indeed revealed himself. I anticipated the Sith, but those beasts weren't in my battle plan. Even now, Vaklu is using them to breach the palace. I will not surrender to that usurper. I would die first. Every man here would give their life to keep that from happening. There is hope. It is faint but growing stronger. I think my message was received. Which message? What are you talking about? An old student is returning. I don't think the Sith are going to know what hit them. Да-да, он прав, даже не узнают. This way to the sky ramp. There are 2 force shield checkpoints along this path. Vaklu's forces have held this ramp for over a standard hour. That means they control the checkpoints now. If we can get to the turret tower up ahead, we can deactivate the first barrier.
The forces we're encountering right now are their rear guard. The fighting will get tougher the closer we get to the front of the battle line. Ребята, в очередь, в очередь. Всех встретим. Не переживайте. Охотник. Loyalists in the bunker are contained. We deploy as soon as the reinforcements arrive. A Jedi? Here? Men, attack! Нападайте. Ну и что вот это за позорище? Побежал он куда-то. А вот теперь эпичненько. Это что такое? The Jedi still... We're under attack, men! Заперлись они тут. Веселые ребята. The palace has been breached. I repeat, the palace has been... Видите, вот код доступа басту, код доступ разрешен. Получить доступ к управлению территорией. Терминал показывает, что многие корабли Ваклу патрулируют агрессию, сочетая королевские войска. Вы можете помочь, сбивая эти корабли с помощью турели. Давайте постебемся немного. Последний, 8-й. Все. Так, отключить силовой барьер. Palace. How much longer must The beast's progress is remarkable, but it will take time, General. The throne room's force shields are far stronger than normal shields. Our plans go well, Tobin, but we are still until she is dead. Even now, it could all unravel. Redouble your efforts. There is disturbance. As you command, General. Так, другим подсистемам. Вспомогательные системы отключены удаленным администратором. Ну хорошо, отключены так отключены. Так, миру прокачать. Что здесь? Мудрость. Так, стазис. One of Aklu's slicers has control of the security grid. He blew up that power conductor. Their slicer has to be using a palace security terminal. They've already locked down all secondary computer systems on the sky ramp. Разберемся, не переживай. In the palace, you can bet that there will be more surprises up ahead. Hold your fire. They're with us. Thank you. Vaklu's supporters stormed our position. The beasts. The
Beasts have gone mad and attack on their command. Please, go to the palace. We received a transmission that the palace grounds have been breached. If so, they don't have much time. You two, follow the Jedi. The rest of us will hold our position. We don't have much time. I hope that you get to the Queen. Вовремя мы доберемся до королевы, не переживайте. Не знаю, Артур, я же говорю, мне просто там по работе надо завтра выехать, и все зависит от того, как будет завтра. Может быть, получится завтра стрим, может быть, тогда в субботу. Не знаю, как получится, все зависит же, как решится рабочий вопрос завтра. Я бы вообще, конечно, бы хотел, чтобы завтра уже стрим провести финальный по этой игре, и все. И уже уйти на выходные. Пока что же говорю, не знаю, как получится. Как сложится. Здесь, к сожалению, не только от моего желания и способностей зависит. Tell command, we need reinforcements. A Jedi Knight is assaulting our flank. Hold the line. Attack, men. Attack. Я предложил вам сдаться, вы не захотели. Good, some reinforcements. Follow the Jedi. We're gonna retake the palace. We've got to stop General Vaklu before he gets to the Queen. С этого взорвется, нет? He's still alive. Run! Run! Куда бегите? О, ситхи подтянулись. Сейчас они их убьют за то, что они побежали, да? Ну, это было понятно. Hold the line. Those cowards will be dealt with. Да, неплохой противник, но не удивил. Световой меч. Так, навыки, способности. Да что еще какие способности поднять? Мастерская защита джедая. Улучшенное оживление. Мастерское оживление. Способность силы позволяет джедаю вновь воспламенить волю к жизни поверженного союзника недроида. Все павшие союзники приходят в сознание с 10% их максимальной жизненной энергии. Неплохая способность. Ahead is the throne room. We must get to the Queen to protect her. If you're heading to the palace, we'll follow you there. The palace itself has been breached.
Так, ну что, последняя локация здесь на Андероне, дворец. General Vaklo's troops haven't been here too long. Hopefully we still have time to save the Queen. Straight ahead is the throne room. Vaklo's hand-picked troops will probably be here. I'm gonna stay here and keep the intersection secure. If any more royalists arrive, I'll keep them organized. Так, ну что, побежали. Сейчас они закроют перед нами двери, это я помню. I'm impressed you made it this far, but you are too late. Soon the Queen will be dead, and General Vaklo will be the new king. This is no ordinary door between us. The same material is used for the hull of capital-class vessels. I'm afraid you will find it quite impregnable. I'm afraid it is. Now, if you'll excuse me, we have one last barrier to take care of. Так, королевский гамбит. Полковник Тобин опять помешал вам. Как только вы вышли в королевское крыло дворца, он закрыл внешние двери. Сейчас он пытается пробиться через последнюю дверь, отделяющую его солдат от королевы. Если он пробьется, тогда королева обречена. Вам нужно найти способ открыть внешние двери. Да легко. Артур, спасибо тебе большое. Тебе тоже. Да, спокойной ночи. У тебя уже точно, наверное, ночь. Спасибо большое за то, что зашел. Тоже был рад тебя видеть. Приятно пообщаться. Спасибо. Давай. Надеюсь, завтра увидимся, если будет у меня стрим. Давай, счастливенько. Так, дверь закрыта. Так, это что, западный комплекс безопасности? Это там, где сидит и хакер, что ли? По-моему. Люблю, когда это вот обрывается видео, информационный терминал отключен. Отменно. Успешно проверка консоли прекращена, повинуется в разблокировку безопасности. Отключить. Успешно для доступа закрыт, поиск зеленой отключен. Введите команду. Кристалл пантит. Кстати, потом нам королева скажет, когда мы рабохранителя Осус, когда мы спасем, что я бы вам отдала сокровища, которые в сокровищнице лежат, но кто-то их обнес. Перчатки восприятия Джай Шелл. Кристалл виридиевый. Кстати, что за Осус? Пробохранитель Осус, бонус защиты 1, харизма 2, интеллект 4, мудрость 4. Но здесь как-то гораздо больше. Против дробящего, режущего. Перчатки что там были?
Ловкость, мудрость, внимательность. А тут у нас тема безопасности, ловкость. Ладно, пока не будем снимать, пока мы взламываем компьютеры. Королевский музей. А, это солдаты королевы. Хорошо. Солдаты королевы — это хорошо. Хорошая система безопасности, но не катит. Так, это мы здесь были. Так, доступ к газовой системе, доступ к системе обороны ограничен, требуется допуск охраны. Дать разрешение охраны, успешно. Допуск безопасности получен, доступ к системе обороны, допуск отменен, терминалом безопасности 0. Бесполезно, джедай. Ладно. Че и двери закрыл? Ну-ну. We got split off from Talia's troops by the currents of this war. We really need to talk, but Cadron and I are coordinating the defense of the war. I know Captain Cadron needs someone to handle a dangerous assignment. He's in the other room. Talk to him. No one else could do the job. Even if there wasn't a civil war going on, I can only say so much. We'll talk later. Now, every moment counts. We'll talk when all of this is over. Until then, may the force be with you. Так, вы нашли магистра Ковара во дворце, но он был слишком занят и не смог поговорить с вами. Чтобы иметь возможность пообщаться с ним, вам нужно разобраться с битвой во дворце. Терминал блокирован другим пользователем. Западный комплекс безопасности. Что в чем тогда безопасно? Вот здесь пульт находится. Капитан Кадрон. Eh? Well, the comm chatter we've intercepted is filled with reports about you. You fought right through their flank on the sky ramp? We desperately need someone like you. I'm Queen Talia's captain of the guard. You can call me Captain Cadron, but we've got little time for more than introductions. We've managed to hold this part of the palace, but Vaklu's forces control the rest. We need to get to the Queen before that flaming Drexel breaks through the inner door. There are 2 security consoles in the palace. The primary security console is on the other side of the palace. There's an expert slicer over there who's been hampering our every move. We need to transfer all primary functions to our terminal here, then disable the primary security console. That will also take their slicer out of the picture. After that, we'll control security again, and can get to General Vaklu before he gets to the Queen. The other security room is the furthest room down the South Hall. You're probably going to have to fight a legion of Vaklu's troops and the flaming Sith, but from what I've seen, you're up to it. Feel free to take anything from the armory lockers in the next room if you haven't already. This is no time for niceties. Talk to the corporal. He can take you quickly to the palace entrance when you're ready to go to the South Hall. May the force be with you.
Так, королевский гамбит. Капитан охраны королевы — это человек по имени Кадро. Он говорит, что открыть внешнюю дверь тронного зала может только захватив контроль над всей охранной системой в южном крыле от его станции. Если вы уничтожите войска Ваклу и будете управлять оттуда, они смогут открыть внешнюю дверь тронного зала. Вы сможете не дать генералу Ваклу и полковнику Тобиду убить королеву. Так, мне интересно, а с той стороны проход есть или нет? Заперто. Так, терминал доступ к хранилищу взломан, включен безопасный режим. Открыть дверь хранилища. Ключевая последовательность повреждена неавторизированным доступом. Исправить поврежденную. Так, первое ключевое слово. Первые две цифры числа превышают его половину на 99. Значит, первые две цифры числа превышают его половину на 99. Что за бред? Ладно, где там ваш капрал? Пусть нас быстро перекинет в начало локации. Let's hurry then. Vaklu's forces will break into the throne at any moment. Нам в эту сторону, правильно. Gather our forces. Make sure the defenses are set. Colonel Tobin says the Jedi is coming our way. Take your beasts and attack him. We need more time to prepare. I'm going to the control room. Perhaps the captain can be persuaded to cooperate. Как же без этого? Гребаные мины. That's another one for me. Так, этим помогли. Да, в принципе, они и так здесь неплохо справлялись, я смотрю. Это запертая комната, которая не открывается даже, но при этом на карте она есть. Информационный терминал отключен. Дверь закрыта. Это сейчас было, кто кому что сказал.
Непонятно. Глюки эти, вечно преследующие эту игру. Убеждение, лечение, внимательность. Так, я тут тоже начал поднятие союзникам. И что, дроидов оживишь? Ой, как страшно. Какой же он роялиста. Называется, сколько пришлось потратить силы, пока все роботов всех перебил, пока этих всех перебил. И сила, слава богу, не закончилась. Хороший показатель. Молниями можно очень долго долбить противникам. О, здравствуй, Рикин. Глюки, бля. А, Киев. Yatuka Wanrika Chotin Wani Maurata Wakata Chilumalisba Bram Tabanin Sochu. Da come Jusmak Miki Baranyeto Soso Rika Chondin Wana Magrable Mogo. Kavadumpa Mo Wendido Chokeremi Norta Kunyun Wish Chawaka Chuba Sura Dachi Morotuko Gansa. Kavadumpa Mo Wendido Chokeremi Norta Kunyun Wish Chawaka Chuba Sura Dachi Morotuko Gansa. Kavanatakalu Kavanami Donki Krato. Yatuka Wanrika Chotin Wani Maurata Wakata Chiluma Lisba. Kavadumpa Mo Wendido Chokeremi Norta Kunyun Wish Chawaka Chuba Sura Dachi. Так, доступ к камерам безопасности. Эпицентр 6, программа завершена, камера недоступна, выберите команду. Так. Открыть силовую клетку. Загрузить схему территории. Эпицентр 6, программа завершена. Открыть все защитные двери. Военный протокол активен, доступ к защитным дверям разблокирован. Передача всех функций на вспомогательный терминал, затем отключиться. Так, внешняя дверь тронного зала открыта. Вам нужно поспешить в тронный зал, чтобы спасти королеву Талию, пока еще не поздно. Thank you. Now that you've got me out, you need to get the primary security console's override code, then lock the terminal down. Once you've got that code, if you can get to the secondary security station, you'll control the entire palace's security systems. You have? You don't waste a minute. Captain Cadron will open the doors to Vaklu and Tobin any moment then. Let's head to the throne room right away. Пособираю с этих, потом пойдем. В общем, тот, который нам помогал переделывать документы, чтобы выйти с Андерона, подрабатывал на Ваклу. И черт его знает. То ли под страхом, то ли сам по своей, непонятно. Will you just
Die already. You will go no further than this. You're too late. Our pet beast is about to breach the force field to the throne room. The Queen will be dead in moments. Watch out! I've lost control of the beast! Главное, что там уже Ваклу стоит у королевы. Как-то... Ignore the beast. Into the throne room. The Queen must die. Oh, blast it all. Что Тобин накрылся? Дрексел Лавра. Это как он на себя включил защитный экран? Он так может, это животное? И тут королевские особы выясняют между собой отношения. Нам дадите поучаствовать? А мы так на это все смотрим внимательно. Вдруг прибежал. Как-то уже и помощь твоя не нужна, мы тут сами разрулились. Сейчас сначала со всех все пособираем. Your time is at an end, Talia. Your people have abandoned you. Чего это я бросил ее народ? Your life is forfeit. You would destroy everything just for your ambition, Vaklu. The Republic, ISIS, everything. That is a gross simplification, Talia. Change is a painful process. A price must be paid. But Onderon will have a new destiny, one larger than you could imagine. You're getting careless, Vaklu. One more mistake, and you're the one who will pay the price. Damn you! Your skill with the blade won't save you from my men. Goodbye, Talia. Fire! What? The Jedi lives? But how? Kill him and the Queen men. Quickly. They must not be allowed. Чё там его солдаты в холостую стреляют? Даже подходить тебе не буду. Миракот решила поучаствовать в битве. You've won this battle, Talia. But your reign won't be an easy one. The Republic is a sinking ship. And you're too attached to it. He's too dangerous to leave alive. As distasteful as it is, it might be best to silence him forever. Until he's dead, all of Onderon is in peril.
So what will it be, Your Majesty? Send me to your best detention cell. I will be free within the week, and vengeance will be mine. Are you so sure of my decision, Vaklu? I appreciate the Jedi's counsel, but as monarch, I decree you are guilty of treason. The punishment is death, to be carried out immediately. Captain Cadron? Talia, you can't. You're too weak. What about my trial? But he will rise again. He has too many supporters. I do appreciate your counsel, but he must be killed. But the price if you are wrong. I thought I could order this, but I can't. It would be breaking our laws. You will stand trial, Vaklu. Take him away. What is done is done. I don't think the service you have given us can ever be repaid. I must go with Captain Cadron. The fighting must be stopped. Ну, это просто самое правильное решение. Казнить Ваклу, чтобы он действительно был каким-то мучеником. Судите его и все, там уже разбирайтесь. Там уже после суда его можете казнить, после того, как действительно расскажете, что он творил. А сейчас вот так вот, тихоря в дворцовых застенках, это никому не надо. The wound is not a mortal one, though it has been some time since I exercised my healing powers. There is a shred of life within you still. A gift from your master, no doubt. Край там все свои эти. Colonel Tobin, your part in this is not over. Colonel Tobin, I am with Vaklu. The war has gone against him. He sent me to rescue you, to tell you you must make haste off planet. The Jedi have struck. They had a secret academy buried on Telos, and they are showing themselves at last. We are all in danger. What? But the Jedi are gone. They have all but vanished. So we all thought, but they have hidden themselves on Telos. Out of my way, old woman. This war can still be won, and Onderon can be freed. Indeed. Так, Крейг свою игру ведет, чтобы Нихилиус напал на Телос, и чтобы там мы его победили. Таким образом, вынудив его напасть. Получено влияние Крея, добавлено запись журнал, получено очки опыта 1000. The Queen has requested you stay here until she gets back. I imagine you'll get some sort of reward. Talk with Master Kavar. She shouldn't take too long. Да, я в курсе, дайте я тут соберу. The Queen has Да, requested you блин. stay here until she gets. Talk with. Хорошо. Не дают собрать то, что там лежит бесхозное. The Force works in mysterious ways, it seems. There are times I'm not convinced it doesn't have a sense of humor. We spend all this time looking for you, and you came to us. I thought you might return to Onderon. Looks like just in time. I told the other masters that our only chance to figure out what was happening to us was to find you, and try to understand what happened to you. I don't know how much you know about this threat that's striking at the Jedi. It's attacking us through the Force. Varuk didn't believe me, but he was willing to travel to Dantooine, if only to help the settlers there, and perhaps protect what was left of the Jedi Enclave. Whatever the reason, having us all drop out of sight, I thought might make the enemy more bold. But then you happened. You came back, and you became a new target for whoever was attacking us. They were places touched by war, and we thought there was a chance you would return to these worlds, if only to try and make peace with what happened there during the war. But now the Sith have revealed themselves. That means the remaining Jedi will gather on Dantooine. From there, we can counterattack. Telos? But Telos was destroyed during the Jedi Civil War. I heard they're trying to rebuild. Atris? I thought Atris had gone to Qatar. Too many Jedi have scattered. The Council needs to gather. We cannot remain concealed any longer. We knew that someone was preying on us, hunting us. Finally, the Jedi decided to take action, and called a secret conclave on Qatar to decide what must be done. Before the meeting could even begin, all the Jedi on the planet were killed, along with the Miralukas and all other life on the planet. Their deaths could be felt throughout the galaxy. So the Council decided that we must not present ourselves as a target again. The consequences to others was just too great. That we should use our resources to find who was responsible and deal with them. I think you're the only one who's made progress.
The difficulties you surmounted to get here. You must have many questions. You deserve answers. I know that all too well. I came here to find them, to trace them to their source. The war on Duxon and Onderon. I had thought that perhaps the tragedies that occurred here were concealing them. The Jedi Order has been fighting the dark side since the beginning. Our rules and the Jedi Code provide protection from what's inside each of us. The dark side is always there, and it is something that can never truly be defeated. I feel our current troubles, though, are beyond what we faced before. This threat that is targeting us, drawing us out, it's not a battle we're used to, and it has ended many of us. Not enough. I feel it is something that was born from the wars that have struck the Republic. The threat is Sith, but the manner and timing of their attacks is difficult to defend against. We don't know all that the Sith planned during the Jedi Civil War. What secret training grounds may still remain. What worlds he discovered. We just don't know. Even after we deal with this current threat, I fear we may be dealing with the legacy of the Jedi Civil War for years to come. You've had more success than I. General Vaklu's men and their allies effectively kept me pinned inside the palace. I felt all along that Vaklu had contacted the Sith, but the identity and purpose of the Sith, I can't say. They wanted to aid General Vaklu in breaking away from the Republic. If Onderon became independent, this place would be an excellent staging ground for them. But I fear it was more than that the consequences of Onderon's fall would have greater implications for the galaxy. You've had... Как это сил нам говорил? It's a long story, but there's a reason the Jedi have worlds touched by war. We thought that by traveling to such worlds, and they were places we... Whatever I can... Scattered, searching for you. Going to places where they thought they might cross your path. You were our last hope. Следим надежды, серьезно? Yes. At least that's what I asked them to do. I believe you are the key to this whole war. When you stood before us in the council chamber on Coruscant, we felt something from you we'd never felt before. It was as if the Force had died within you, leaving you hollow. We had suspicions as to why this was, but nothing definite. But rather than try to understand, we sent you away. I think because at some level there was fear. We live our whole lives in touch with the Force, in touch with life all around us. And you had a gift in that regard. You formed bonds so easily, and they flowed deep between you and others. To see such emptiness in the Force standing before you, it's not an easy thing to face. Whatever is attacking us, it is leaving something in its wake. Something we haven't felt since you stood before us in judgment. The deaths of the Jedi, the destruction of Qatar, all of these things are leaving behind echoes, like the one we felt from you in the council chamber. It was clear to us, to me, that we had to find you, but we couldn't call you back from exile, because we didn't know where you'd gone. Plus, there was a chance we might put you in danger, and that we couldn't allow. If you couldn't feel the Force, then it would just make you a target. I don't know how you got back, but I'm glad you're here. The thing is, in traveling to these places where war was fought, we felt the same thing. Echoes. Something happened in all these places, but it's hard to figure out what. It's hard to sense things through the Force in such places. Too much pain occurred here. It makes listening to the Force difficult. We resolved to meet again on Dantooine, but only when the threat revealed itself. Unfortunately, I happened to be here when it struck. Now that we've stabilized Onderon, I can join the others on Dantooine. Whatever I can tell you, I will. We knew that someone was preying on us, hunting us. Так это он Before the meeting говорил. could even begin. So the council decided that we must not present. I think you're the only one. Так, тут... There was nothing else we could do. You defied the council. You followed Revan to war. I know why you did it, but in so doing, much more harm was done. But you must understand, the exile was never the punishment you thought it to be. We could not have made you do such a thing in any event. I think you knew, inside, what you needed to do in order to heal.
All those lives during the Mandalorian Wars, and all those you served beside. Too much death leaves echoes in the Force. It is the price for having such connections. I suspect that is why you chose to accept the Council's judgment, to wander beyond the Rim, and why you traveled with no one, and did not stay in any place too long. I have thought of you since your trial, and there are times when I wonder if being connected to the Force is always the gift it is believed to be. Whatever I can tell you. Cut you off from the Force? Why do you think the Council was responsible for that? No, I'm afraid the cause of your condition was as great a mystery to the Council as it is to you. Whatever I can tell you, I will. Cut you off from the Force? No, I'm afraid the cause of your... What? You always had deep connections to the Force. I'm glad to see that it is once again your ally. When I first sparred with you during your training as a Padawan, I could tell that you were different. And it wasn't just your strong connection to the Force. Whatever I can tell you, I will. That sounds like the bond that often forms between master and apprentice. But to that degree, you always did form connections to others, strong ones, even when you were a student. But what you are describing is beyond me. I'm sure others in the Jedi Council would be able to assist you, if you could find them. Whatever I can tell you, I will. Так, ну в принципе все, да, он на все наши вопросы ответил. There is something I would like to teach you. It is a technique which, I believe, will aid you in the trials ahead. The philosophy of Force Mastery states that a Jedi's powers are best used without the direct intent to harm another. Here is a form that will aid in that philosophy. Through careful concentration, the duration of many of your Force powers will be enhanced. But be cautious when you face Dark Jedi. This form drains energy quickly and decreases resistance to Force powers. Excellent! I'm impressed with how quickly you've mastered this form. I always knew you were gifted. I'm going to Dantooine. The Jedi Council vowed to assemble again when the Sith revealed themselves. Now that they've attacked Onderon, we can act. Our paths will cross again. May the Force be with you. I'm sorry to keep you here. I needed to thank you personally for all of your help. Onderon owes both you and Master Kavar a debt that can never truly be repaid. Battles still wage in our streets, but by morning the conflict should be over. I recognize you must leave soon, but please, take this. I had also planned on giving you some relics from Onderon's past, but Vaklu's troops looted our museum. I hope the credits and my sincere thanks are enough. Captain Bostuko has made arrangements for a shuttle to take you to your ship. I fear it will be quite some time before you can come back. The war was brief but destructive. I will focus all of my energy on rebuilding Isis. Thank you again. I must go. Коротко и ясно. If you will follow me, I will take you to your shuttle. Все. И дали нам собрать стех. Или дали, добавили на запись журнал, получены очки опыта 750. Да, проблемы у них. Этот ролик должен быть в начале был показаться, когда мы сюда высаживались. Да. Тут слишком мягко сел. Там, когда нам показывали, такие разрушения были от нашей посадки. Да. Hey, the gang's back together. I must hear all about your vacation in Onderon. Я единолично прекратил войну. Well, that's good, I guess. When powerful people butt heads, it's usually the little guy who suffers most. We should return to the Ebon Hawk now and plot our next course of action. Just say the word. Так, Атон, харизма, интеллект. Надо, чтобы он, да, хорошо дрался. Хотя, в принципе, вряд ли он уже сильно нам пригодится.
Только служанка будет бой. Писсас. Ну и Мира, конечно. Так, вы поговорили с магистром Коваром на Андроне, он согласился встретить вас в анклаве джедаев на Дантуине на общем сборе магистров джедаев. Так, хозяин Горца, ты хорошо себя проявил в борьбе с генералом Ваклу, королева Талия благодарна за твою помощь, и она будет работать над возобновлением отношений между Андроном и Республикой. У тебя наконец-то есть шанс встретиться с магистром Коваром, он был очень благодарен за все то, что ты сделал, и он предложил ответить на все твои вопросы и научить тебя новой боевой технике. После разговора он сказал, что отправится на Дантуин. Так, вы спасли королеву Тарию и магистра Ковара, с генералом Ваклу разобрались, со временем Андрон будет снова в безопасности, и вы наконец-то можете поговорить с магистром Коваром. Ну да, все, друзья, сейчас заходим на Черный Ястреб, если там будет разговор, поговорим, и на этом заканчиваем, потому что и так уже почти 8 часов отстримили, и это прекрасно, мы закончили все, по факту нам осталось идти на финальные миссии. Вернувшись на Дантуин, у нас начинаются финальные миссии. Дантуин, Телос, корабль, который прибудет на Телос. Ну да, по факту нам с вами сейчас летим. Ну, конечно, слетаем на Наршада, сдадим этот квест. На что по квестам? Этот не сдастся, этот тоже я протупил. Этот надо полететь сдать, и все, оно остается только этот. Мы летим, соответственно, на Дантуин, на этот совет джедаев. Оттуда мы летим на Телос, деремся, по-моему, с Атрис. Потом отбиваем Телос с этих, там, у Ситхи или кто там будет нападать. Потом попадаем на этот корабль, пробираемся по нему, побеждаем Нихилиуса, взрываем его. И все, и мы на Малахоре. Пробегаем Малахор, и на этом будет финиш. Так, все, друзья, записываемся. Все, на этом на сегодня все. Всем большое спасибо, кто был со мной сегодня. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на остальные мои каналы, подписывайтесь на мой телеграм-канал. По поводу завтрашнего, надеюсь, финального стрима. Друзья, пока, честно говоря, не знаю, как у меня будет в плане работы, потому что там есть у меня кое-какие вопросы, поэтому либо начнем, может даже быть поздно, там в районе 8 вечера. Если я к этому времени освобожусь, то мы начнем, потому что надо зафиналить уже эту игру и уйти на выходные. Я надеюсь, что получится, потому что в субботу тоже, может быть, у меня будут вопросы, и в субботу вряд ли получится. Если не получится в пятницу, то в субботу, может быть, тоже не получится. В общем, если вдруг что, постараюсь завтра по-любому провести стрим. Если даже это будет 8, то начнем в 8. Об этом всем сообщу по-любому в своем сообществе в Ютубе и в моем телеграм-канале. Все, друзья, всем уже, не знаю, даже доброго вечера, доброй ночи. Отдыхайте, надеюсь, до радостного завтра. Все, всем счастливенько, пока-пока.